Так, я еще решил поиграть чуть-чуть. Пару часиков. Потому что... Ну, чтобы чисто сюжетку хоть немножко заценить. Сегодня в 12 часов запуск ракеты-носителя Ангара. Запланирован, я вот его хочу посмотреть. Соответственно, сейчас 8:33, ну, до 3 часов, скажем так. Чисто по сюжетке, потому что, блядь, ну, нахуй, 3 часа боулинга и 30 минут попизделок. Такое себе. Я еще понизил битрейт немножко, потому что все равно там было 30 с хуем гигабайт, 4-часовой ролик. И теперь я не знаю, видно это или нет, но у меня теперь слева сверху есть этот индикатор того, что запись идет. Я за ней, правда, не вижу количество FPS практически, но хуй с ним. Неважно. Вот о чем я думал, чего я до сих пор боюсь, на самом деле, это то, что... Время, кстати, надо, блядь, что-то я распизделся. Вот я боюсь, что это... Придется, блин, выполнять квест с убийством 30 пчел и прочие подобные квесты, потому что денег нет, типа, где брать деньги, я хуй знает. Как бы меня не выселили из гостиницы, или вообще какие гейм-овер какой-нибудь начался, я вообще хуею, если мне гейм-овер, блядь, дадут. Будет, блядь, феерично. Почти так же феерично, как я в прошлом видеоролике разобрался со своими хейтерами, кеглями. Да, с почтальоном хуй просышь, на самом деле, что я так почитал. Не понял. Блин, привычка. Так, а что делать-то? Под мостом, что ли? Идем под мостом. Я так почитал, что 3 челикса, вот этих негра, они не могут быть одновременно находиться как бы в отеле, то есть... Ну, это такой, видимо, уже микроспой. Так, ну вот тут маки растут эти стрёмные. Место, где нашли тело лисы. Так, ну это Галина, видимо. У тебя голос какой-то взрослый, старческий, какой-то, может быть, это другая. Why did the perpetrator decide to enshrine Lisa's body here? Бутылка лежит. Ну все, блядь. Вторая мини-игра. Remember this? Stone skipping. We did it all the time when for some reason I could never beat you. But I feel like I've got what it takes to win now. What do you say? Shall we take a trip down... Так, прошлая серия была, блядь, боулингом. Да не, я, конечно, рок не собираюсь. Я, блядь, даже, блядь, нахуй, если сейчас миллиард денег, блядь, предложат. Хотя, если миллиард денег предложат, наверное, буду. Сейчас на нуле реально боюсь, что это выселят нахуй из отеля и проебешь. Я реально не удивлюсь, если в этой игре такая хуйня есть. Чтобы сыграть в блинчиксы, вам нужно... Это с лопатой, видимо. Вам нужно выбрать камешек. У каждого камешка есть свои уникальные характеристики. После... У меня теперь есть охуительный камешек. После броска нажимаете B в нужное время, чтобы камешек попрыгал дальше. Каждое место для игры в блинчики чем-то похоже на другое. Каждое место чем-то похоже на другие. Чего, блядь? Ну, давай, у меня других не давали. На старт. Ага. Так он у меня уже под водой был. Угу. Так, понятно. Самозащитный крем, да, вот леденец. Не, ну это, блядь, быстрее, по крайней мере, в 10 раз. Ух, все что. Not bad, Zach. That was just as fun as when we were kids. Hey,
What's that? No wonder the word Mississippi means father of waters. It has the power to carry boats down the tiniest of tributaries. It's one of the prime symbols of America's majesty and the vitality of the human race. Now about that boat. What sort of cargo would give А я it such думал, a deep ЛГБТ и draft? феминизм один из главных символов What else do величия you see, Америки. Zach? I saw it clearly, if only for a second. The dragonfly crest. This town never wants to stop reminding us about the Clarks. Вот, блядь, заблокированы блинчиксы. Вот кроме как, собственно, А почему, типа, это каменный, кавалечный какой-то камешек? Вот это получше. Странно, я думал, что это лучше раз. Бля, не, ну это можно фармить. Тут, конечно, я понимаю, что, типа, того этого, но, блядь. Тут вообще бесплатно дают. Че, вот эту хуйню скипать можно было. А что за камешек, который... Почему мне не дают, типа, выбрать камень, который мне бабка дала? Бля, что-то я его второй раз проебывал жестко. Ну это рекордно, это Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нахуй, это миллиард денег. Это рекордсмен просто колоссальный. Вон там кукла. Бля, я забыл текст песни. Как там начинается-то, блядь? Сейчас. Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнуть. Ой, я какой-то еще этот получил. Я какой-то вообще получил неплохо. Фрагмент капитана какого-то. Бля, жалко. Так я могу нажимать нет, пока мне снова не выпадет этот имбалансный. Почему плохо, блин, я ж постарался реально. Странно, этот блинчик бы выглядел как идеальный, типа, я бы именно такой в первую очередь запускал бы. Вот он, Монро. Все, надо золотую брать. Кстати, как посмотреть? Ну, хуже, наверное, чем было. А, за плохо не дают. Блинчики награда уровень 1, кстати. Что это значит, уровень 1? Давай попробуем, я не пробовал сейчас. Мало ли еще круче. Я посрался, жиденько. Ну, кстати, он неплохо был. Самый худший это самый блинчиковый, блин. Но Монро все равно, конечно, имба. А, я зря, типа, паникую в конце, там можно ждать, видимо, пока он опустится на глубину еще сильнее. О, если такой талисман отдачи, между прочим. Ну все получается. Ну так, сейчас еще колдуна ебанем. Да, я не вижу смысла. Монро явно как бы тут победителем будет. Бля, в конце надо ждать все-таки еще. Очередной рекорд. Так, а колдуна где? Ага, вот она.
Блин, можно посмотреть как-нибудь вверх, что там дальше будет? 3000, хвост ящерицы, большая аптечка. Кстати, кукла у меня не установлена. Я обосрался. Ну, понятно, я так понимаю, что здесь похуй вообще, как ты делаешь. Ладно, хватит, наверное. Денег за это не дают. А, дают. Блять, за это дают деньги. Ладно, посмотрим еще одну. Еще одну посмотрим награду, какая откроется типа, после большой аптечки. Блять, насрал. Что-то происходит, блядь. Ага, дали ачивку. Перформа total of 100 stone skips. Хорошо, что... Блин, вот так чуть не ушел прям перед ачивкой, кстати, получается. У меня теперь есть время, я теперь знаю, сколько я хуйней занимаюсь, это и сверху написано. Ну, понятно, этой хуйне проще всего здорово выбивать. Тоже имба может быть. Последний не дают. Это, кстати, ультра рекорд, между прочим. Сверх рекорд просто. Ожерелье быстрой стрельбы, ожерелье. 5200. Ладно, играем до ожерелья. Что там 5 минут сейчас, даже меньше не займет. За это денег дадут. Еще 100 рублей мне как раз хватит один раз оплатить это. Бля, я вот... Надо, короче, прям это в самом конце нажимать. Сейчас колдуна включить. Блять, опять обосрал, что там есть все. Бро Бридж, короче, это полная хуйня, вообще кал. Можно, в принципе, его скипать даже. Вот шрипрот это имба. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять обосрался. 700, нормально. Бля, Браун Руш надо было скипать. Или нет? Или Браун Руш новая имба? Блин, вот как-то наебывают они, вот эти плохо в конце. Так, имба. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, опять напосрался. Так, большая аптечка есть. Сколько осталось? 7000, бля, еще что-то многовато на самом деле. Ну, 7 рекордных игр по 1000. Но, к сожалению, я сделал, блядь, на 200 рублей. Вместо этого. Да, похоже, не зря я хуйней занимался в боулинге, раз мне такие камешки охуенные дали. Тут по 1000 крутится. Блин, какой шарик-то этот? Походу, Брокен Руш этот конченый. Да. Так, по-моему, это шиф порвет сейчас. Блять, насрал тебе на лицо. Все-таки тут нельзя, походу, вообще проебываться. Особенно в начале надо эти идеальные кидать.
Бля. Нормально в конце насобирал. Нормально, 500 очков. Так, 5000 осталось. Так, ты чё делаешь-то, блин, чувак? Что, мне кажется, здесь тоже надо, блядь, вертикалку включать. Ну-ка. Так, чисто. Не, я сейчас не нажимал. Ты в любом случае, если типа в конце вот эти плохо, их нельзя избежать. Они автоматические. Я сейчас не проебывался впервые в жизни. Они в любом случае нажимаются сами. Бля, неужели рекорд будет на этом, на конченном шарике? Походу будет сейчас рекорд на батон руша. Не будет 750. Даже в лучшие годы батон руш отсасывает. Так, 12 тысяч надо было. Блять, там 3-го уровня ожерелья. Но быстрой стрельбы это хуйня, поэтому нет. Быстрой стрельбы это хуйня. Надеюсь, ачивменцев... 8.45! Я, бля, поебу сейчас, что ли, что-то, чешу? Хвост панцирнюха. Looks like a case of bad timing, Zach. Let's come back later. Блядь, ёпта, долбоёб наигрался нахуй в шарики в свои ебучие. Бля, какой долбоёб нахуй, пиздец, имаджинируйте. Имаджинируйте просто дебика, бля. Поиграл, блядь, в висюльки в свои. Чё за хуйня? Чё это такое? И это что такое? Вот, это, видимо, это, спать там можно. Бля, вот долбоёб, нахуй, висюльки, блядь, поиграл. 5 лет ему, что ли, дебичу, блядь, пиздец, нахуй. Блинчики, блядь, покрутил, дебилоид. Сука. А какого хуя? Типа из-за того, что... Видимо, из-за того, что эти блинчики ебучие находятся на улице, типа. А на улице время идет, а в доме не идет время тем временем. Типа только, блядь, на улице время продолжает свое существование. Бля, вот это фееричный долбоёб, блядь. Поиграл в блинчики, блин. Там граффити какой-то, что ли, не вижу, нарисовано сбоку. Так, ну и что делать? Сколько мне денег заработал на этой хуйне? Неизвестно. Ну а что делать в таком случае? Ну, бля, видимо, придется либо спать на улице сейчас, либо ехать обратно. Сколько ехать обратно? Ну, не так далеко. Ладно, поехали обратно. Может быть, заодно дадут денег за этот. За путешествие. Вон светится белая хуйня опять. Восклицательный знак. Вон он, блин, восклицательный знак. До 55 минут не успею. Не успею, блядь, 500 метров проехать. Наверняка в 9 закончится он. Бля. О, дали 250 рублей, все, я свободен. Ну, это пизда, я не успею. Значит, в 9 надо, короче, запоминать, точнее, 8. Надо запоминать, что 8 какая-то хуйня начинается белая. Бля, не доеду? 2 минуты не доеду, наверное, да? Я так понимаю, что это, что ли, прям у этого? Вон он, вон он, вон он. Я успел.
Но что, это, блядь, все? Нахуя? Или я не успел, я не понимаю. Я не понял нихуя. That melody always gets stuck in my head. Yes, it's a devilish song, isn't it? Just be quiet. Жесть, как же она жестока по отношению к пожилому Джейксу Макдональдсу. Да. Охуенно, блядь. По сюжетке пошел, да упоёб, блядь. Ой, стыдобище. Ну чё, этот хуй опять съебался? Не, стой. Опа! Оба стоят. Здорово, дурачок. Эй, ну как, вам нравится запор в душе? К несчастью, нет. Да ладно, не работает, даже холодная вода не течет, не говоря уж о горячей. Так, ну это уже не дело, но, босс, вам лучше помнить, что я просто жалкий маленький посыльник. В такие времена лучше подождать нашего консьержа, чтобы... Что, у вас появилась идея? Не, я просто вспомнил, что что-то подобное уже случалось какое-то время назад. И все из-за проблемы с водяным клапаном в конце Осуждаю. На втором чуть-чуть, блин, не отправился в тюрьму, блин. Думаю, какой-то тупица затянул его слишком сильно, потому что тогда сильно волновались о протезах. Вообще, просто забудьте, что я сказал. Окей, босс, в таких ситуациях самое лучшее подождать консьержа, поверьте мне на слово. Кто-то затянул водяной клапан в холле на втором этаже. Готовься продемонстрировать силу, Зак Снайдер. Смотрите, водяной клапан на втором этаже, видимо. Так, а это что хочет? Я тут сейчас в разгаре важной деловой встречи, проси, не можешь чутка подождать. Пс, скажи же, этот посыльный милашка. Ну, конечно же, вы любите сексом заниматься с большими черными пенисами. Ну ладно, блин, вам нравится. Кстати, вот этот, говорили о том, что типа нельзя... чтобы 3 вот этих челикса единовременно находились, афроамериканца вот этих вот, из-за чего как бы очевидный такой момент возник вопрос и такое предположение о том, что, ну, их не трое, да, это очевидно. Я с первой секунды сказал, что это один и тот же человек, потому что все афроамериканцы на одно лицо. Но, вот сейчас нету ни повара, ни консьержа, то есть вопрос такой на засыпку, а сколько их, соответственно? То есть двое ли их? Или он один, типа. То есть один за всех отдувается, играет всех. Либо, блядь, их может быть двое. И тогда интересно, кто двое настоящих, а кто третий фейковый. Скажем так. И кто именно играет двоих. Стоп, а подожди, а мне сюда точно? Труба где должна? Где может идти труба? Просто я что-то не помню, что где-то ходил труба. Кстати говоря, стоит ли рефлекшн увеличивать? Интересно. Ну-ка, дай попробуем. Ебануть еще увеличение рефлекшена. Ну да, конечно, блин. Ну конечно, да, блин. Ну да, блин. А сколько этот FPS? Блять, я FPS-то не вижу нихуя. Вроде 60 показывает, но у меня это ограничение стоит. Оно. Как Дэвид и сказал, клапан выглядит перетянутым. Но сейчас-то все будет хорошо. Я уверен, что немного его ослабил. Знаете, что-то от шеф-повара. А зачем мне, типа, шеф-повар? Это они... Это, видимо, они поленились делать заставку, что он вернулся, проверил, и там не работает нихуя, потому что иначе какой смысл-то мне от шеф-повара что-то узнавать? Его там нет, но может он появился. Нет, я думал, что может быть он в честь квеста появится. И там. Ладно, здесь хотя бы спать можно. Надо запомнить, где моя хата. Ага, слева. Ладно, начинаем скип. Скипа. Деп. Кстати, надо одеться. Надо одеть хуйню. Что там у нас? Я там что-то, блин, собирал крутое. ВН, концентрация.
Ну и хуйню я подобрал, блин, вообще кал какой-то конченый. Даже бабка лучшие вещи дала. Чё по улучшению оружия? Угу. Тоже хуета полная. А вот куклу я какую-то. А, куклу мне не дают одеть. Ожерелье, видимо, точнее. Будем по часу скипать, хули делать. Да, я даже не могу проверить сам. Бред, конечно. У меня, кстати, вроде... У меня же вроде какая-то хуйня одета на ускорение бороды роста. Что-то оно не работает. Блин, ну, конечно, да. Слушай, а может он это? Может я сам могу эту хуйню починить? Нет. Если что, звонок не сработает. По звонку он придет и предложит мне похавать сразу. Когда типа я похаваю, он уйдет. Интересно, выселят меня или нет? За недоплату в прошлый раз. Так давай 2 часа поспим до 12. Мне кажется, у них ротации не каждочасные. Так. Что такое? Блять, вонь. Когда вы начинаете вонять, на запах слетаются мухи. Чем больше вы будете так ходить, если сильнее будете вонять, мухи летающие... Вот я, кстати, тоже, блин, сейчас примерно в таком состоянии нахожусь. Мухи, летающие вокруг вас, вызывают отвращение у горожан, а некоторые противники будут замечать быстрее, вы занимаете душ или используете предметы, чтобы освежиться. Да, это, конечно, круто, но да, как бы такая ситуация тут. Тоже интересно, доп-квест, но по сути своей, блин, не выполнив его, будешь письку сосать. Ну все, вот нет ни консьержа, нет ни почтовика, значит 100% он стоит. Здорово. Я не сомневался в тебе. Hello there, miss. Эй, мистер Твистер, как вам наш запор воды? Нравится? То, что доктор прописали, да? Похоже, душ в моей комнате сломан, так что сейчас я никак не смогу опробовать напор воды, которым вы, похоже, так гордитесь. Вот как? Я шеф-повар, все, что не касается еды, находится за пределами моей юриспруденции. В конце концов, вы же настоящий профи, но, возможно, я смогу дать вам подсказку, которая поможет решить вашу проблему. То есть, возможно, что-то не так, входящее водяным клапаном рядом с уборной на 1-м этаже, а то, что у тебя здесь стоит. Этот чертов посыльный должен был проверить его, но он никогда не доводит дело до конца. Понятно, хорошо, тогда вы можете заставить его починить клапан. Не могу, мистер FBI. Я профессиональный шеф-повар, значит я не могу делать ни черта, что не касается готовки хорошей еды. Тогда что же мне делать? Вы же из FBI, не так ли? Починка клапана для такого матерого парня из FBI. Задание проще простого. Заксобрание. Похоже, нам придется ненадолго побыть сантехником, если мы хотим насладиться местным хорошим душем. Смотрите вентиль. Миссия обновлена. Ебать, я там миллионером стал только что. На $6 разбогател за секунду. Не этот, все-таки на всякий случай стоило проверить, возвращаться было бы неудачно и неудобно. Странно, блин, я вроде разбогател на $6, но эти $6 мне нихуя не прибавились. Или я разбогател, а потом снова стал бомжом резко. Нюхай бэбрутвар. Так, что у нас тут? Так много клапанов, ну и что? Наверное, ничего страшного, если ослаблю немного все, чё? Кроме того, я не слесарь, так что не моя вина, если что-то пойдет не так. А разве слесарь занимается сантехникой?
Зак, ты посмотри, вот оно, вот это называется душем. В любом нормальном душе должен быть как минимум такой напор воды, согласись. Мы даже дошли до игры в слесаря ради испытания этого магического момента. А сейчас мы можем стоять в душе, пока не утонем. Вот такой, блядь, квест охуительный. Все-таки я удивлен, что у этого трио хватило наглости использовать агента FBI в качестве мастера по ремонту душа. Эти три профессионала намного хитрее, чем кажутся. Ты заметил, в чем фишка, верно? Ни один из них не хочет быть тем, кто вызовет ремонтника. Поэтому они делают вид, что ничего не знают, чтобы именно я починил клапан. Какой интересный город, не так ли, Зак Снайдер? Зак, это бусина. Вот оно что. Починка душа привела нас прямо к ослепительной драгоценности. То есть одна из бусин выдается черная, как самая темная из ночей, одна из 5 бусин. Получена бусина речной бездны. Осмотрите водяной провод. Бусина речной бездны. Лучше бы денег дали. Так, ну я помылся зато. Отражения наконец стали качественными. Можно и постирать теперь тогда эту хуйню. Раз уж я теперь богатей. Снова. Ну и все получается, да. Опять до 6 утра мотаем. Уничтожьте пчел, найдите ингредиенты, которые нужны Алексусу. Блин, я вот думаю, может быть, есть все-таки бусины, которые я могу просто так собрать, а не... Или, может быть, только одна была хуёвой. Не, вряд ли. Надо хотя бы несколько собрать, типа, чтобы это... Даже не буду париться, просто на 6 сразу ебану. Похуй. Блинчики зато покидал. Скоро наступит ночь, так что Патрисия ушла домой, да, это правда. 158 рублей спиздили, у меня еще есть на один раз. Голод, походу, там просто пизданутый у меня, потому что я даже не могу этого сделать, побежать нормально. Интересно, пока ты в этом находишься, проверять ничего не говорят после этого. Уж новый квест дает. Я профессиональный шеф-повар, мистер, могу соорудить лучшие хоть какие-то кухни, но это что-то невероятное. Эй, профессионал никогда не паникует, надо просто оставаться спокойным и подумать. Блять, случайно нажал. Блять, еще раз случайно нажал. That's what I'm. You can't get fined, so make sure you in. Морепродукты. Тарелка полный вкус свежей вкусной рыбы. Свежая, поджаренная, сочная блюдо, хорошо жареная креветка. Ну, жареная креветка, конечно, блядь. О чем тут еще вообще речь может идти? Какие морепродукты в сраку? Да, даже, блядь, не могут тарелку нарисовать, хотя бы, чтобы он показывал, что там жрешь. Очень, Thanks, конечно, miss. скромно. Next time you get a hankering for old time. О, почти сразу вернули бабки. Кстати, я сожрал морепродукты, у меня ХП понизилось. Либо это ХП понизилось от того, что я голодный ходил. А оно как бы того этого? Или, блядь, мне жрать аптечку обязаловка? Похоже, мне жрать аптечку обязаловка. Похуй. Похуй. Все, сейчас едем, все. Вот сейчас, спустя 35 минут, значит, начало этих, блядь, full scale, так называемого сюжетного ориентирования, сейчас точно, вот сейчас уже точно, блядь, я проверил. Вот сейчас уже точно начнется full scale, значит, 3D ориентирование на местности. Подожди, а девочка, типа, она как, она не приходит ко мне, что ли, в гости? Она, видимо... Я понял. Наверное, девочка, это Палестина. Она, видимо, в 8 приходит, как бы, и они специально сделали, как бы, чтобы я, типа, вот до 8 утра
один был в этом расследовании, короче. Видимо, что-то должно сейчас случиться секретное. Я так предполагаю. Но с потенциалом, кстати. Можно не париться, не спешить. Можно блинчики пойти еще покидать. Денек, блядь, другой. Там, кстати, случаем не эти, там белки. Ни одной пчелы, кстати, не видел с того момента, как взял квест на 30 пчел. Интересно, я могу слева? Да, могу, походу. Поплавать я могу? Да, конечно. Это не смута, блядь, где можно хотя бы в воду зайти. Ну, заспавнилась какая-то хуйня очередная. Хвост сома. Опять повар бойца поймал. Ну что, поехали, наконец-то. Hey, Zach. Do you remember the oracle? When the sun awakens, catch the tip of the baby bear's tail at the false altar, and the entrance to the other world will reveal itself to you. А, может, сейчас пиздил. In other words, we need to go to where Lise was found, and look north at dawn. I wonder what we'll see. Значит, смотр сингулярности. Прикольно. Сложенные камни. Смотри, Зак Снайдер. Кто-то использовал эти камни, чтобы создать мини-Стоунхендж. Возле алтаря сложен Стоунхендж. Их любовь к клишированным символам просто ужасает. Но это не Англия и не исторически значимое место. А значит, этот символ никак не причастен к делу Лисы Элизабет. К сожалению, это не более чем детская шалость. Давай продолжим поиски в другом месте, Зак Снайдер. Поздняков 3.0 подписаться. Бутылка из реки. В детстве мне нравилось их искать. Я надеялся, что в ней будет послание из далекой страны, которое навсегда изменит мою скучную жизнь. Ну, из Украины, блядь, отправишься нахуй воевать туда. В составе, блядь, уебанов, польских наемников. Жаль, но эта бутылка слишком настоящая. Грязная вода внутри, вот и все сокровищница. Испанский стыд. С мостовой балки свисает лоза какого-то растеница. Похоже, это испанский мох. В этих краях его часто можно встретить, но кто-то будто специально повесил здесь весь этот мох. Трудно понять разум человека, который хотел бы сохранить тело мертвой девушки. Бумажка. Показалось, что это старые документы, но это всего лишь флаер. Я подумал, фраер. И какому-то старому фильму. Только, блядь, не начинай, нахуй, ублюдок, я тебя, блядь, не прощу. Он такой затертый выцвет, что тяжело разобрать, но кажется, тут изображен велосипед, летящий перед огромной луной. Он называется «Инопланетянин». Ты знаешь такой фильм, Зак? Очень странное изображение. Похоже, что в картинке велосипеда есть что-то еще. Жутко загадочно, правда, Зак? Да чего необычный постер? Хотя бы, блядь, не начал. Старая покрышка. Старая шина и одинокая перчатка похожа на сюрреалистичную картину, не так ли, Зак? Каждый раз, как я вижу старую шину, жутко хочется усесться на нее и скатиться с горки. Должно быть, это из какого-нибудь фильма, который мы видели в детстве. Сейчас, брось, Дак, пока что нельзя и думать о таком. Нам нужно расхлебывать более важные дела, Зак, собрания. А, вон еще граффити можно посмотреть. Зловещее произведение искусства, но автор настолько постарался, что оно точно не имеет никакого отношения к нашему делу. Обычное граффити, скорее всего, нарисованное с помощью баллончика с краской, кроме того, оно выцвело и трудно считается. Это, несомненно, было нарисовано до убийства Лиз, дизайн и художественный стиль просто слишком устарели. Еще одно яркое напоминание о том, насколько изолировано это сообщество от остальной современной цивилизации. Впечатляет то, что у кого-то действительно хватило страсти, чтобы нарисовать такое в этой глухомане. Интересно, что они рисовали это, походу, стоя на лодке как-то. Мне кажется, это достаточно сложно, типа, сделать. Ты будешь шататься, блядь, охуевать весь. И, ну, четко, типа, нарисовать ровно, типа, не трясясь. Без тряски практически невозможно, мне кажется. Возможно, даже вообще невозможно. Может быть, он свисал, правда, сверху с моста, типа, на тросе на каком-то. Как в этом, блядь, хотел сказать, Том Клэнси в Марк Екко Getting Апе. Отличная игра была такая современная. Как я знал, что это будет именно оно. As clear as day. That's the spot.
the barrier between our world and the other world. One might call it a singularity. Смотр завершен. 20 рублей. Now, what do you say we go inspect that cabin? Why did you leave me behind? You're not supposed to investigate Да, without me. я же сказал, что они специально сделали, типа. Oh, I'm Чтобы sorry, нельзя было Patty. ее с собой взять. You just missed a special moment. What moment? The sugarcane plantation? So what? You can't see it? Я там All люблю. I see is the Clarkson's plantation and that gross silo. There you have it, Zach. Patty, Zach and I will take it from here. In the meantime, you need to head home and wait for us. Wait at home? Alone? Yes, but only for a while. Once I make some progress, I'll contact you. Hey, hold on. Also, would you mind telling Melvin that I'm heading to the sugarcane plantation? I'm sure we'll need his help later. Whoa, Agent York. Wait, you're really gonna leave a little girl like me here all alone? Как это сюда попало, подруга? Act like an adult for once in your life. I promised to protect you from all the evil in our world. You promised. Protect. You'll be fine. You made it this far alone, didn't you? Да. Да, полигры уже пройдено. Направляйте в сингулярность. Миссия обновлена. Но сингулярность звучит как файтинг. Звучит как наконец-то тот самый сегмент из первой части, который я так не любил. Oh, if it isn't Agent Morgan. How may I help you? Как мне нравится Палестина, блин. Are you Очень angry мне with me, нравится Patty? она, блин. Очень персонаж хороший. I don't know what you're talking about. Отличный Oh, персонаж Палестина. In that case, please return home at once. Это база! I'm leaving. And don't bother coming to look for me. Это база. Бейст. Так, а как... Ага, мне надо через эту пройти. Это база. Ну что, начинается. Наконец-то движение вверх начинается. Полноценное. Уже целых 7 минут происходит. Ой, я первый в жизни увидел собак. Пойду ёбну собаку по приколу. А чё не... Бля, у меня что, уменьшилась дальность, что ли? Или точность? Что за приколы? Подожди. Мне скорость перезарядки только уменьшилась. Почему не попадаю-то? Да ёб твою мать. Почему я не попадаю? Это вожак какой-то был. А, не ту кнопку нажимал. Куда там? Ага. Собачий хвост. Собачий череп. Кстати, была ачивка еще убить 10 редкоцветных животных. Я вот 2 белок убил синих. Вот можно еще поискать их, в принципе. Но вот понять, кто из черных редкоцветным является, сложно на самом деле. Возможно, зря я патроны трачу. Если действительно будет это. Вроде мне где-то типа надо было на какие-то эти улучшения собачьего говна всякого, поэтому я пособираю сейчас чуть-чуть. Раз уже дают. Так. Бля, вот то, что вот эти вот хуйни, которые непроходимые, вот эти вот то, что он не может сквозь них проходить, блин, это, конечно, вообще прошлый век, пиздец. Прям стыдобище. Я помню 95-й год, Горбуша. Me in Gangsta World пытается произнести старушка.
Было дело. Было. Верю. Я верю. Слишком много сюжета, просто было 7 минут целых сюжета, поэтому надо немножко поковыряться. Подожди, там что-то красное. Хочу аллигатора пиздуть, ненавижу аллигатора. Нихуя себе аллигатор, блин, ты чё, дурачок, что ли? Хвост. Да, эти болванчики, конечно, эти боты смешные. Это какой-то... Это какой-то смесь свидетеля с озоном, блядь, 671 Games. Бля, на самом деле очень смешная хуйня. Бля, везде смешно, чел. Бля, а чё я нажал-то? Я хотел мусорку проверить. Так, ну хотя бы не афроамериканец. Look, Zach, we're about to encounter a new character. Да, первым белым человеком, кстати, мужчина. Damn it. I know I saw her go inside, but it's empty. The hell's going on here? You won't be able to find the other world. What the... Who in the hell are you? And what are you doing on our plantation? I'd like to ask you the same. Well, I'm... Hey, shut up. This ain't got nothing to do with you. I see. Well, if you don't want to tell me, then I have no choice but to guess. You just said this is our plantation. I assume that means you're a member of the Clarkson family. Да, у нас And you're написано here здесь, looking что for someone. Кларксон. If there's a search being conducted on Clarkson property, it must be a search for Galena Clarkson, who's gone missing. Judging from the way you speak, your age, and most of all the color of your eyes, you must be Danny Clarkson, the father of the victim, Galena's husband, and the manager of the cold storage warehouse. Nice to meet you. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. I'm here investigating the Lise Clarkson case. Oh, and just call me York. That's what everyone's always called me. You think I give a shit? You better watch your mouth or I'm liable to whoop your goddamn ass. Ебать. Дэниэль Кларксон. Your daughter was taken from you, and now your wife has gone missing. No words can describe what you're going through. I imagine you're doing everything you can, searching every last nook and cranny all over town. But, Danny, listen to me. It won't get you anywhere. Почему? No matter how hard you search, you'll never find them. Зачем ты так говоришь? Fuck is with you? You want to throw down with a Clarkson? Absolutely not. I simply wish to solve this case. Then hurry up and investigate, goddammit. I am. That's why I'm here. The Oracle told me there's something in this spot. Oracle? That's right. Zach and I are following oracles given to us by a skeletal gentleman. If you wish to find the person who killed your daughter, you should cooperate. I imagine that not even the Clarksons want to start a feud with a federal power. I've had enough of your bullshit. О, наконец-то. Why's everyone and their mother been pissing in my ear today, huh? Shit. Does this mean you're ready to cooperate? May I enter the building? Do whatever you want. If you think you can mess with the Clarksons, you got another thing coming. Zach, it appears that the Clarksons have no idea where Galena is either. And judging from Danny's demeanor, the family must be in the midst of their own complications. This case may require more work than we think. Может, я будут убивать именно Кларксонов? Zach, Danny married into this family, didn't he? Yet he's acting like he's a full-blooded Clarkson. I'm surprised, really. That was the most unexpected aspect of our encounter. After all, he's only the son-in-law. What do you think, Zach? Может, они росли как-то вместе. Качественная тарелка. О.
Рис нашел. А зачем мне так показали, как будто, блядь, я... Может, он редкий просто? Ну, я уже собирал рис для квеста. Так, все, оно. Похоже, что оно. Надо даже подготовиться в таком случае. Чё? Подожди, я чё расстрелял, блядь? Я на полном серьезе расстрелял 3 рожка с патронами уже? Ага. Или чё, я не понимаю, подожди, я не понимаю. Что за бред? Давай крепкую выкинем, нахуй, возьмем еще патронов. Хилку я не буду брать, еду тоже не буду брать, мне кажется, нормально. Можно было бы, конечно... А, что я парюсь-то? Там наверняка потом дадут. Там наверняка потом дадут еще. Так, не промахнуться. То в дверь выйдет. Так, оно... Ага. А там что? Бля, я не понимаю, мне типа... Да, мне туда именно. Тут ничего нет. А, ну да, давай. This is it, Zach. A deadly premonition. Дедли premonition. You know, for some reason, I'm getting butterflies. How about you? It's time we went and saw this other world. Оно. Бля, надеюсь, они не будут такими душными. Хотя без вылетов, да, если тьфу-тьфу-тьфу, опять же. То, мне кажется, первые части стрелять элементы не были сильно уж душными. Следовательно, хотя, по-моему, они не особо не вылетали именно в этих моментах. Ну, давай. Очень важно, конечно, именно насколько плохие будут элементы стрелятельные. Фонарик дали, кстати, как в этом прям Дредауте 2. Zach, the countryside is always so entertaining. It has far Загород. more stimuli to offer than the big city. Mr. Alligator, I'm not sure how much help you'll be in this situation. Если что, я нажал сейчас I guess прицел, better than типа эта nothing. хуйня началась. Резко. Опа. What the? Zach, I don't even need to say it, do I? This is right out of that movie. Videodrome, 1982, directed by David Cronenberg. At the time, it was seen as a hard movie to digest for normal moviegoers, but now it's become a cult classic. I always just saw it as another weird Canadian movie, but this changes everything. My arm and my gun have become one. Now I can really understand what Max was going through. Обучение. Стрельба из психического оружия. Держите нажатой кнопку огонь. Чтобы накопить... Фу, блядь, фу нахуй. Зачем? Почему нельзя обычным стрелять было? Чтобы накопить заряд в своем психическом оружии, прицелиться в врага, чтобы захватить цель. А затем отпустите кнопку огонь, чтобы выстрелить самонаводящейся пулей. Чем быстрее ваша скорость стрельбы, тем быстрее оружие захватит цель. Можно захватить несколько целей сразу, если вам нанесли урон, захват цели просто будет начеку. Охуенно, блять, а я как раз одел штуку, которая, блин, замедляет, получается, оружие. Ну хотя снизу справа написано мистер аллигатор, то есть все-таки, может быть, можно будет менять оружие. Я, блин, очень боюсь, что реально один... Those movies from the 80s were all predicting the future. Life's simpler than what philosophers make it out to be. In the end, truth and reality are never one and the same. Now we have... Маленькая аптечка. Мультик покажет сейчас. Алло, нахуй.
Бля, ну это полная хуйня. Я не знаю, это бред. У них стрельба реально отличная была. Ну, типа, пока вот я не начал промахиваться, блядь, в этого в Челикса. Ну, может быть, потом оружие бы дали нормальное. Ну, зачем это, блядь, зажим какой-то конченый, абсолютно ёбищнейший? В чем смысл? Зачем это? Что такое? А, не дают, да. Снейк! Ебать, так это музыка! Бля, мне показалось, что это вообще музыка из Metal Gear. Что такое? Ты ж творишь-то? А, падает все-таки с него счет. Это я могу и так разбить. Маленькая аптенька, коробка еще. Зря я патронов набрал. Уже, блин, до хрена дали. Так, перезаряжаться тоже надо в этой игре. Понятно. Надо, короче, снимать скорость перезарядки в минус. Хуйню я скрафтил. В этом режиме, блин, она только мешает. Очевидно. Что такое, дурак? Все, да? Тонко. Думала, блин, что я дурак, не среагирую на такую хуйню. Хуй там. Мастер, блин, мастер, нахуй. Сосаться всем. Я могу туда пойти, в принципе. Ну, давай тогда туда сначала. Нормально все? Средний. Надо аптечку, наверное, заюзать. Чтобы в инвентаре место освободилось немножко. О, голод у меня, нихуя себе. А как так получилось? Я же вроде похавал перед выходом. Ха. Блин, а жрать-то и нечего больше. Мне кажется, здесь не будут мне давать загар. Вылезай, хуйня. Дамаск ищем. Стаканчик кофе с молочком. Какая-то птичка летала только что. Что такое? Не понял. Не понял. А что произошло-то? Почему меня забрали? Автомат. Кстати, у меня концентрация стала на нуле почему-то. Что произошло с моей концентрацией? Типа, эта хуйня, она тратила концентрацию, получается, или что? И теперь я стреляю обычными? Нет, я снова стреляю этим. Я не понимаю. Как мне поменять патроны? Не понимаю, что я делаю сейчас. Обычный. Скорость патрона. Как сменить оружие, типа, чтобы я нормально стрелял? О, можно это, уворачиваться. Вообще хуй просышь, что в этой игре происходит. Можно ближний бой делать.
Я реально в 10 раз приятнее стрелять обычным, а не этим говном. Нахуя я не хочу, блядь, я хочу обычным. Я могу и обычным стрелять, типа просто не зажимая. Ну все, это нормально. Вот это, блин, нормальная тема, реально. Это нормально. Какую-то хуйню придумали, блин. Зачем мне? Они из 2 патронов умирают. На какой смысл мне 100 лет, блядь, зажимать, как дурачку? Может, они патроны не тратят, я не знаю. Еще одна коробка травмата. О, помню, как от топориста бегал. В первой части. Фрагмент капитана Влада. Стаканчик кофе с молочком. Надо бы тоже выпить, наверное. Даже хавку желательно, типа, выбить. А то вот так это начну голодать, и все, и смерть. Все, это весь уровень? 3 минуты шел, и ни одного ни момента, ни босса, ничего не будет. Даже ничего не найду. Нет, что-то еще есть. Zach, I sense something here. Lise was murdered here. У меня сейчас намекаете, что Галина сама свою дочь топором расчленила. Let's take a closer look and find out exactly what went on. Ну, как бы тут смотреть не надо. Если, блядь, верить в то, что изображено на рисунке, то, блядь, как бы это именно то, что я сказал. Только что, почему-то я не могу... А, могу крутиться. Вернули кручение мне все-таки. Zach, there's a tall woman here. А как ты это узнал? Very stylish. She'd stick out like a sore thumb in this town. Is she watching the murder? No. She's clearly more than an innocent spectator. She must be deeply entwined with this case somehow. More. I want more. Так вот, что они... Okay, sweetie. We're gonna play a fun game now. Да, они трахались друг с другом. У них был секс. I love games. I wanna play. Я бы хотел тоже поиграть с ними. Yes, I'll give you exactly what you want. Something real special. Блин, мне нравится спешно. You'll be able to fly much higher now. Так без ног проще летать, конечно, все правильно. Это 16-летняя, смотри, блин, радуется. I'm happy. So happy. Да, блин, мне нравится такое, блин, конечно. Yeah. I'm your mama. I know exactly what you want. Это правда. Это кач. А там еще и мультики снимали, походу. А, нет, это мой кейс, блин, аниматроникс. Это Сейвил. Сейвилка. Кого дальше посмотреть? Давай эту изучим хуйню. Red powder. This must be Sang Rouge. But for some reason, it looks more vibrant than all the specimens we've gathered so far. Wow, it's amazing. I can feel it. I'm getting prettier. Так, раскрывается игра, наконец-то. Вот это я долбоёб, блядь. Вот это я долбоёб, блядь. Скипнул диалог, нахуй, охуительный. И самый важный, блядь, в истории человечества. Кнопоньку, блядь, нажал, как дебил просто. Бля, я думал, мультик посмотрю, типа, в этот... Попробую заглянуть, так сказать, куда-нибудь.
Бля, вот это я долбоёб, нахуй. Ну просто конченый. Ну что ж я творил-то, а? Что там дохуя всего лежит? А, ну это проход, да, в ту комнату, а там еще в той комнате тоже что-то есть. Zach, Lisa's limbs were severed while she was still alive. But she's smiling. She must not have been able to feel any pain. Sang Rouge isn't that powerful of a drug. At least it shouldn't be. And look, Zach. Another dragonfly. The tattoo is just to the side of her navel. Это белая стрекоза любви. She always carried the mark of a Clarkson with her, wherever she went. Okay, let's get started. This is gonna be so fun. Remember how you used to play with dolls when you were a baby, honey? Был дело, был. Yay! I love dolls. Dolly, dolly, dolly. Yes. Oh, yes. You're amazing. I love you, my little dolly. Yes, yes. Play with me, darling. Ну, игра раскрывается, несомненно. Пошло добро, наконец-то, блядь. Zach, the murder weapon was an axe. Lise must have been dismembered while she was still alive. And the woman holding the axe. Flashy clothes, beautiful face, and that dragonfly ring. This must be Lisa's mother, Galena Clarkson. Look, Zach. She's crying. It's the polar opposite of Lisa's euphoric expression. Galena is brandishing an axe while tears stream down her face. What was going on in her head? Да, кстати, типа жертвы и этот убийца, получается, поменялись местами. В эмоциональном плане. Так она будет что-то говорить или еще так и будет дышать? Видимо, нет. Lise, you're so beautiful. Really? Yay! I'm a little dolly. I'm a little dolly. Теперь вопрос, выживет ли Патрисия, и станет ли она в такое же состоянии в итоге. That's it, Lise. It'll all start from you. Так, начнется с тебя. Now you'll never die. You'll be eternal. Может быть, типа, благодаря этим семенам спермы красным и помещению ее, собственно, в тот кусок льда, она как-то сохраняет, типа, жизнь, как в дереве в своем, как в прошлой Just части. wait for me, Lise. I'll be with you soon. Ну, если она будет следующей жертвой. А кто ее будет убивать? Наверное, вот эта баба, которая слева стоит. Это бабка или средняя сестра. Ну да, логично, типа младшая сначала сдохла самой, потом младшая мать ее, потом средняя сестра, потом старшая сестра, и потом какая-нибудь бабка, кажется, самой последней. Может быть, для бесконечной жизни последней бабки все это и делалось, например, в итоге. Уже 10 минут целых сюжетной ориентации.
Lise Clarkson was murdered here. After she died, she was carried to the spot underneath that bridge. Why did the killer feel the need to move her? Bodies are usually only moved to cover up evidence. But this is different. Lisa's body was enshrined. She was being shown off to someone. The ritual, the altar, a mother killing her child, a monstrous giant, and a mysterious, stylish woman. There's a real demon out there, and it's got its sights set on the Clarksons. Почему Кларксон сами не Exact. This is exactly the kind of case we FBI agents are here to solve. Isn't that right? Am I right? Or am I right? Так. Во, подарки лежат. Фрагмент пульчелатти. Фрагмент пульчелатти. Фрагмент капитана. Фрагмент капитана. Маленькая коробка. Маленькая коробка получается. Навалили кал, конечно. Жест. Я могу выйти отсюда, интересно? Нет. Давай засейвимся чисто так. Для души. На 10-м часу игра раскрываться начала. Надеюсь, они тоже состояли в секс-клубе, нам покажут что-нибудь из этого секс-клуба, какие-то моменты. Интересно. Не надо, не так, не трать. Бля, ебать, обосрал штаны себе сейчас. Чел. По дороге из мечты. Ой, стоп. Да, патроны, походу, это вообще то, что никогда не кончится ни при каких обстоятельствах. Алло, не крутится, блин, не крутится. Тут нахуя нужна эта, блядь, зарядка? Я реально не понимаю, она же тупо замедляет тебя. Ну бля, ну это хуйня, это вообще говно. Ну реально прям. Это все. Какую-то зарядку, бля, придумать кончу. Блин, а в другую сторону теперь надо идти. Если это сюжетно. Похоже на сюжет. Да, это очень похоже на сюжет. Стоп. А, тут, наверное, круговая порука была. Чё, пусти. Наверное, я бы вот оттуда вот что ли проходил, по-моему, сейчас проверим. Go one shot, наверное. Я сейчас, да,
Я на карту посмотрел, а они на карте красным отмечены были. Я понял, что у меня сейчас за спиной появляется кто-то. Стаканчик. Бля, как будто бы это выход. Теперь, мне кажется. Тут уже нельзя было ничего сделать. Бля, хуй пойми, куда я иду. Реально. Я думал, что мне в другую сторону. Я сюда чисто так пошел. Ну, тут аптечек, как будто на детей на каких-то рассчитана игра. А, у меня, кстати, есть резиновые пули теперь еще. Типа... А, это тоже коробка не полная, видимо, понятно. Так, сожгем кофе. У меня еды, блин, нет, да. Так и не выдали еды мне. Ой, этот не умер сперва, кстати. А этот умер при этом, понятно. А, там еще один был, бля! Сука, паралич судороги. Если вы парализованы или у вас начались судороги, появится особый символ. Судороги паралич. Паралич судороги сильно затрудняет ваше движение, например, если вы пытаетесь идти, уклоняться цель концентрации, лечение использует специальный предмет. Блять, чё это красиво? Чё, перезаряди. Есть у меня что-то от судорог? От паралича. Это снимет судороги? С него, хорошо. Повезло, повезло. Тут вообще не жалеть не нужно ничего, по-моему, дают просто 1000 всего говна всякого. Блять, а там-то что я забыл? Не подобрал. Не сходил. Я думал, это секретка, но нет. Здесь я не сходил, первое место, куда я не сходил. Коробка. Стаканчик. Капитан Марвел. Ой-ой-ой-ой-ой. А, есть белые, а есть фиолетовые какие-то. И белые, я так понимаю, жирнее, что ли? Так. 2 подарка. Есть такое дело. Что в подарках лежало? Коробка и коробка. Охуительные подарки, не зря шел. Вот, пропустил что-то здесь. Теньку. Так, окей, ладно, я понял. А там что тогда? Где-то вообще вдалеке на какой-то... Там была типа выбор, я куда-то в другое место зашел. А, я, по-моему, да, я в эту комнату завернул. А мог, по-моему, куда-то пойти. Дальше. Соответственно, куда-то... Вот сюда, видимо, что здесь не разбитая хуйня. Да. Даблкил 22 рубля. Нихуя себе, бля. Коробка травмата. Блин, мне бы выдали паралича средства хотя бы. Или еще какой-нибудь противоядие. Надо с собой носить их всегда, теперь я понял. Понятно.
за 22 рубля смотался пойдет. Ой, стоп, а куда идти-то? Да не описить хочу. Все, оно. Паралич, средство, противоядие. Большая... Так, как будто бы сейчас будет оно. Сейчас сделаю, быстренько проверю еще раз. Ничего я там не подбирал. Ничего не подбирал абсолютно. Ну, можно было бы убрать боезапас, типа, это хуйня, по сути, своей скорость стрельбы. Перезарядка здесь важна, наверное. Давай скорость стрельбы, короче, реально уберу его нахуй. Зря крафтил этот его. Так, надо сейвануться. Так, я пойду пасу. Сейчас сейф пойдет. Я пойду пасу. Слышь, Окс, ты походу не вечный. Это правда, кстати. Так, а что у нас тут есть? За подарочки. Я хотел что сделать, соответственно. Мятная жванька оставить. Вас... Так, давай крем нахуй выкинем. Крепкую одну выкинем. Вторую крепкую выкинем нахуй. Нет, обычно это важно. Обычно это имба. Легкую одну выкинем. Корневана выкинем. Корочку выкинем одну. Кофе, молоко. Большая, маленькая пригодятся. Блин, если будет босс-файт, да, он наверняка будет. Нужно взять аптечку, кажется, еще средненькую одну. И, значит, обязательно самое главное, ну, пожрать можно взять. И самое главное, что можно взять, это от яда и от паралича. Вот так вот. Все. Можно было бы заново засейвиться, но я верю в свои силы. Я вообще, блин, не думаю, что что-то способно меня остановить в этом мире. Кто бы там ни был сейчас, передо мной не предстанет. Он будет только... Да, интересно, что же напоминает эта локация, блин? Ну как будто бы я буду сейчас в футбол играть. Я забыл, кстати, сейчас секунду одну вещь. Сейчас. Да. Тут править на войну. Могилизировать ребят. Сейчас. Что там, стену токеном у нас? Стену ину. Ну да, блин, да, но, блин, нет, все-таки нет. Но почти да, блин, было. Надо было продавать.
Так, почти пришли. Слышь, Окс, ты чё такой дерзкий? Так, поехали. Что ж, на всякий случай перезарядиться, что у нас перезарядка есть. Можно было пособирать, кстати, побегать хуйню сначала. Ну. Первый босс-файт. Это этот. Господи. Из System Shock я забыл, как зовут. Искусственный интеллект, который пытался, так сказать, воссоздаться. Материализоваться. Галина! Нет, блин, только не так. Только не Галина. Бля, за что? Самых лучших забирает жизнь. Zach, this case is going to be a labyrinth. I certainly didn't expect to run into a monster like this. Honestly, I'm not one for violence, but I'm not just going to stand here and die. What do you think? Should we read off her rights? Now, it's the red one's turn. The red one. Soon. And in the end, we'll be together. Together. Red. Oh, see, it's red. Oh, yeah. I killed Lise. I did just as I was told. I killed her. Блять, я чуть не скипнул. Я этот джойстик двинулся. Beautiful. I killed my own baby. Lise, you son of a bitch! What did you do to my daughter? Галина Кларксон. Снейк! Ой-ой-ой, ты чё? А как это выйдет? Так, я не понял, блин. Это все, что ли? Не может быть. Ой, нехорошо, ой, нехорошо, ой, нехорошо. Ожидаемо. А как он так быстро, нихуя себе? Патрон-то у меня есть? Ну такое ощущение, что как будто что-то забаговалось, что я не должен был. Я ее могу просто вот так расстрелять сейчас за секунду. Мне кажется, у меня не должно были быть вот этого пистолета обычного. Я должен был зарядкой этой ебучей пользоваться, как будто бы всегда. Сейчас умру нахуй. Ай, блядь. Ах ты. Блядь. Так как можно налутать? Надо подстраховаться. Маленькая по сотке возвращается. То есть она маленькая. Мне больше не надо так-то. Так, а что меня отравило, я не понял. А если вы отравитесь, появится следующий символ, когда вы отравлены, ваши узы будут постепенно уменьшаться, вы даже не можете умереть, если не вылечите, применить специальный предмет. Что со мной происходит? Я вот думаю, если сейчас всех так вот расхуярить, это ж сколько там лута, блин, если они будут появляться. Давай, ладно, давай, применим. Я вот на тут есть?
как это отравление испугать, не знаю. Ну чё, людей не убить? Ну и не может быть, чтобы это все. Ну хотя может, наверное, быть. You're really Я как-то pissing вначале me хорошо off. улетел прямо в нее. I'm invincible now. Holy red seeds protect me. На Invincible теперь. Then why? What are you? No, it can't be. You came here to stop our plan. You can't stop us now. We already made our sacrifice. You don't know how much we sacrificed. How many tears of blood we cried. Oh, for the Red One's plan. We've come so far. The Red One gave me the honor of lighting the flame. I'm not gonna let you stop me here! Хаме, хаме, ха. Царство небесное Тарьями. Блять, я подумал, сейчас она выйдет сексуальная, блин. Ну ёбаный ротик, самоцветик, блин, блин, зря я, наверное, прохавал противоядие, что-то мне кажется, что сейчас понадобится оно. Эх, сзади Лутецкий лежит, Лутецкий, подбирай, беги. Selena, is this your true form? Gosh, Hollywood would have been all over you. Although you probably would have been typecast as a gross monster. The kind that heroes always kill. We're going to make a new world! And no one's going to stop us! Ой, теперь я за нее играю? Нет. Утецкость, утецкость, вся моя утецкость. Это пчела мне зачитают? Ух, ебать, больно. Тихо-тихо, подруга, извините, утецкость. Сама понимаешь. Ну это, я не знаю... Ой, не всё. Блин, она такая четкая сейчас, вот у нее лицо прям такое красивое. Вторая фаза. Ну это уже, получается, и так была вторая фаза. Что такое? А, You my touch, you my soul. А, нет, там You my heart, you my soul. Блин, там столько Утецкого по кругу лежит, я смотрю, блестящего. Все мое. Ни капли, блин, врагам не оставим. Не настоящее. Настоящее, походу. Все, умирать. Пора умирать, подруга. Но она не умерла. Вот это. Блять, не вот это. Ну, это было просто. 300 рублей дали за предотвращение катастрофических последствий. И за меткую стрельбу еще 1,5 рубля. Ну, утонулся, наконец-то я теперь богат снова. Боулинг, блять, прощен. 600 рублей боулингных. Impossible. Блин, интересно, красное дерево группы. Я не помню, говорил ли я это, когда первую часть проходил. В курсе они, типа, что существует дедли принагетс, в котором красное дерево. А, и, блядь, так я мог сейчас побегать и не заниматься хуйней, собирать все это говно. Так, давай-ка вот так вот. Хопа. Хуян. А что, все, что ли? Я что, все собрал уже? Я, походу, собрал уже все, что мог.
Надо. Не, ну я не знаю, я вот один этот сыграл, мне кажется, мне до конца игры хватит аптечек и, блядь, патронов и всего говна, который я насобирал за этот один уровень. 35-минутный. Еще патронов выдали. Стаканчик. Почему кофе? А зачем мне кофе с молоком дают? Что за прикол какой-то, я не понимаю. У меня этих кофе с молоком уже штук 10. Лучше бы еды дали. Вроде ни одной еды так и не упало. А кофе дают, типа, можно заснуть, что ли, типа, насмерть или что? А от еды не умираешь, якобы. Странная хуйня какая-то. Ачивку, кстати, не дали за босса. Мечта. Блять, сфоткать не успел, сука. Кстати, похожа она очень, реально похожа на... Как ее, Элис, или как ее звали? Детектившу из первой части. Нашу фею, я так понимаю. Она нашей феей, скорее всего, является. Lise. Только не умирай, пожалуйста. World. My Lise. My sweet little Dolly. Но опять же, нужно понимать, что то, что было, типа, вот в этой комнате красной, так называемой, это, типа, ну, как бы, образы реальности. То есть в реальности мы, конечно, не бились ни с каким монстром, как бы, да, но вот она здесь была, типа, мы здесь ее нашли, как бы, и пиздились ли мы с ней, непонятно. Ну, я просто так, на всякий случай. Galena Clarkson? You are now under arrest on suspicion of the murder of Lise Clarkson and the illegal disposal Блин, of a corpse. она сейчас суицидница этими семенами какими-то ебаными, я точно, блядь, уверен в этом. Сейчас, блядь, воткнет себе какой-нибудь кинжал, нахуй, с семенами в живот, и у нее, блядь, вырастет это дерево, блин. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in a court of law. That's enough, Zach. She can't hear us anymore. Zach, pardon my language, but this case can go fuck itself. Слушай, ой, какие некрасивые выражения были произнесены сейчас. Следует сингулярность. Так, ну она как будто бы даже жива осталась. Во, ля. Блин, вот у нее сейчас туалет в камере стоит, да, а я готов, в принципе, заменить этот туалет в ее камере. Я ваш должник, мистер Йорк. Мне ужасно жаль, что вам пришлось... Она все-таки этих голубых кровей, как бы негоже ей в такой камере находиться с таким туалетом отвратительно. Мне ужасно жаль, что вам пришлось вляпаться в грязное белье нашего городка. Мистер Йорк. Блин, я вот проскипал, что такое УМД, и до сих пор не знаю. Умница... Молодец, детка или как-то так. Умная маленькая девочка, наверное. Mr. York and I both got a lot of cleanup work to take care of. Now I just gotta figure out what I'm gonna tell the Clarksons. That's my biggest problem. Melvin, this investigation has only just begun. What? But we got the killer. This case is much more complicated than it seems. You mean you're gonna keep searching the town? Of course. At the moment, I'm after a tall, stylish woman. Does that ring any bells? Stylish? You lost me. What's that got to do with... Zach and I saw her with our own eyes. We need to find her, I'm positive. You're probably talking about Professor R. Это который наркотики создает, по-моему. Professor R? From the jazz bar? Yeah. Ну все пути ведут теперь исключительно. I mean, she's the only person in town you could call stylish. Не знаю, мне кажется, Палестина ты достаточно так, как это, опрятно выглядишь. She's tall too. But... Да и вот сзади тебя буквально в охуительном платье с красными каблуками, блин, очень... What is it, Melvin? С каким-то этим, как это называется, кофтой такой поверх платья. Well, out with it. Don't let your 10-year-old daughter upstage you here, Sheriff. You're looking for a stylish woman, right? Yes, we've established that.
then I think you're barking up the wrong tree with Professor R. She isn't exactly a normal woman, if you catch my drift. Гилтикус. I hear you loud and clear. Ну а что, типа, куча негров есть, женщина с подвохом есть, можно зачеркивать. Melvin, you're careless in every sense of the word, but I believe you operate on the side of good in most cases. With that in mind, I'm disappointed to see that you carry some prejudice with you. But Ты же негр, что ты? Is she the type to forbid customers from entering her jazz bar due to the color of their skin? Как в этом, в зеленой книге, там, по-моему, же тоже был этот какой-то бар no, с музыкой. she ain't like that. Well then, case closed. Melvin, I think we should call it. I'm going to head back to my hotel. I also need to prepare a report to send Patty. Thank you very much for assisting me in my invest. I'll be counting on you again tomorrow. I just helped an FBI agent. Это хуйня, вот если бы ты ФСБшникам помогла and тужиков Melvin, чуть-чуть one more thing. поймать, это было бы, конечно, круче. You needn't worry about what to tell the Clarksons. I'm sure they already know that Galina's been arrested. After all, this is Lucare. Вернитесь в номер Йорка и проанализируйте дело. Блин, ну вот это хуёво. Я думал, что я, может быть, наверстаю тот день, который я блинчиками проебал. Бля, какая женщина, конечно. Какая женщина. Мне б такую. Сдается мне, последний раз я ее вижу сейчас. Блять, практически уверен, что ее в тюрьме где-нибудь пизданут. Или, блять, похитят и потом пизданут. Это мой любимый персонаж, между прочим. Ну, ладно, может быть, все-таки действительно ее не убила. Я ее не убил. Я думал, что я ее убью, но нет. Она выжила. Завязывает аптечку только из-за того, что даже я предполагаю, что, может быть, сейчас сон излечит, типа, персонажа, но все равно чисто для того, чтобы... Кстати, похавать можно. Нельзя. А где я нахожусь? А, это полицманский, кстати, можно взять квест квестодателя нового. Наливай. В этом баре делают свое фирменное пиво. Больше его нигде не найти. Попробуешь и скажи. Закажите один напиток в свином гнезде. 20 рублей дадут, кстати. Эй, ты уже пробовал местную кухню? Одно блюдо в ресторане. А в каком ресторане? В ресторане, в плане в ресторане в каком? Я не понимаю, в кафешке или в ресторане отеля? Или где это? Давай возьмем эту хуйню. Меня, кстати, забрали те прошлые квесты. Из почтовых ящиков это душная хуйня. Сбейте НЛО. Мне, кстати, нужна дешевая бусинка. По-моему, была. Убейте одну белку, это, наверное, быстро можно будет сделать. А, это все, что ли? Давай вот НЛО возьму еще. Странно, мне казалось, мне там открывали кучу этих доп-квестов других. О! Это тоже, видимо, челиксы из этого. Как они? Из отеля. Только тут их реально больше одного. 100%. Ну, блядь, он сейчас этот квест даст. Да, про квест. Про квест это хуйня. Сейвиться надо? Да, надо, я вроде пиздился с боссом. Так, заебись. Поехали. Анализировать. Или не анализировать, может что-то еще? Что-то еще я должен был сделать? Вроде нет. Я пожилой хиперов. Тину, давай, братик, Тину, пожалуйста. X10 хочу X10. Так, что тут у нас?
Анализировать, пчелок убить. Это я не могу сделать, это я не могу сделать. И, собственно говоря, хуйня. Окей. Ну, в таком случае поехали. По пути попытаюсь белок найти каких-нибудь. Так, ну белок надо на отшибе все-таки искать, или они прям в городе сидят. А, тут я ничего не найду, это уже почти приехал. Почему он стоит прям. Подожди, что это за, блядь, место такое странное? Какая-то бабка стоит просто у входа. Охраняет свой Land Rover. Кожа анаконды. Бля, кожа анаконды звучит, как будто Волокас придумывал название. За пешком, по-моему, тоже дают эти деньги за километры пройденные, поэтому, в принципе, можно и походить немножко. Так. Ничего не поменялось тут вроде. Ладно, попиздавали сразу на этот квест. 9 утра тем временем, я опять сейчас буду мотать, блядь, сутки практически. До следующего дня, видимо. Хотя, может, в джаз-бар я вечером должен сходить, может быть. Есть что-то еще не помню. А, ну они ебаться будут, короче. У них будет секс, блин. А я бы хотел, чтобы у меня с ним был секс. Ой, с ней. Не с ним, нет, с ним не хотел бы. Только если бы с ней и с ним, тогда, может быть, я бы еще подумал. Так. Пожрать надо сходить. Перед сном, потому что мне тогда это... Хотя, ну его нахуй, давай проанализируем сейчас. Мало ли сейчас, типа, надо будет до вечера ждать, я тогда лучше до вечера подожду и захаваю уже полностью. Все, что можно. Поехали. Zach, let's go over our progress. We've got a complicated case on our hands this time. Especially as far as the Clarksons' relationships go. But in a way, it's also a simple one. Understanding them on a deeper level is the most efficient way to uncover the truth behind all this. That's the one thing I'm sure of. Так. Zach, let's start with the people who were closest to the victim. Походу, концовка сейчас будет первой главы. Lise Clarkson, the victim, is the granddaughter of the current head of the Clarkson family. Her mother is Galena, an ex-actress, and Lise clearly inherited her beauty. Except for her eyes, that is. Lisa's eye color matches that of her father's. Now, do you remember who Lise Clarkson's father is? Вы что делаете со мной, блядь? Дэнни, по-моему, его зовут. Джей это дед. Lisa's father is Danny Clarkson. His real name is Daniel E. Clarkson. He's from Florida and used to be the CEO of a talent agency. Danny struck the heart of Galena and successfully became a member of the esteemed Clarkson family. Despite being the son-in-law, he acts like he was born a Clarkson. Чтобы у меня была дочка, и чтобы можно было трахать Галину, блин. But he's still just the son-in-law. Next comes what happened to Lise. According to Alexis, Lise said that the man was as tall as an oak tree. Не понимаю, подожди. Не понимаю. Алексус. Алексус это владелица боулинга. Лиз говорила, что этот человек был высоким как дуб. Когда она это говорила? Какой человек? Что-то я проебал. I believe that's the same 10-foot-tall giant who made the fingerprints we found in the cold storage warehouse. Now, what did this man do to Lise prior to her murder?
Вот я, блядь, не понимаю тоже. Я не помню этого момента. Управляй, может, преследовал? Преследовал, либо пригласил в джаз-бар, очевидно. No, that's not it. Lisa's Блядь. mother, Galena, is the one who always took her to the jazz bar. I don't think our giant is that much of it. Yes, that's it, Zach. Я что-то забыл этот момент, когда нам говорили то, что ее преследовал The кто-то. man as tall as an oak tree followed Lisa around. Боулинг у watched меня her. все, видимо, все последние воспоминания выбил. Despite his towering stature, he must have been rather shy. Or perhaps he was merely biding his time and planned to kidnap her from the very start. If that's the case, there should have been some evidence left at the scene of the crime. Zach, we're still missing some puzzle pieces. Speaking of the scene of the crime, I did some profiling in the plantation's control room. The truth it revealed to us was nauseating and horrific. But we need to touch upon it if we wish to proceed. Isn't that right, Zach? Who actually murdered Lise Clarkson? Кто такой Дэвид Джавара вообще? Миссис Карпентер. Да, миссис Карпентер, блядь, шаром от боулинга, видимо, ее расчленила. Кто такой Давид? Ну, понятно, что Галена ее убил, Галина. А кто такой Давид Джавара? Я что-то забыл прям. Блин! Ой, что-то прям вспоминается сейчас. Давид Джавара. Это, Давид Джавара, это, блядь, 3 долбоеба в отеле, по-моему. Так их зовут. Yes, that's right. Lisa's own mother killed her while she was dreaming about some bizarre new world. This is by far the vilest and ugliest crime we've ever seen. The fact that Galena set up her daughter's body at an altar makes this case even more complicated. Remember, not a single sacrificial human murder has ever been proven and documented in all of American history. Да ладно, серьезно? Вообще ни одно? Да не может быть такое. А как же эти, там, массовые суициды в сектах всяких? Ну это, наверное, не жертвенное. Но, блин, жертвенное наверняка точно было где-нибудь когда-нибудь. The real world is far more complex than what we see in films and video games. And sacrificing a human life for something else is no easy task. In conclusion, Zach, through our investigation, we found one character who sticks out more than anyone else. You know exactly who I'm thinking about. We'll need to have a word with her in the near future. Who's the stylish woman we saw during the profiling? Даже не знаю. Professor R. We haven't met her yet, but she's deeply intertwined with this case. Let's wait for the skeletal gentleman to guide us to her with an oracle. Well, Zach, what do you think? Isn't the Deep South something? The people here are just as warm as the weather, and the food is to die for. Might be nice to move down here after I retire. What? Still too early to talk about that? Он то же самое You may говорил be в right. этом, в прошлой игре. After all, this case has only just begun. 8 рублей. Бля, этот негр, типа, как этот, который говорит, что делать, куда идти. Блядь, ну нахуя ты его ждать? Ты же очевидно, что тебе надо в джаз-бар идти. Зачем? Ой, это что за ситуация непонятная? Galena can't be the killer. They're making all this shit up. Это Пиджей Бласковец, видимо, тот самый дед. Бля, какой. If what you say is true, Daniel, how do you plan? Похож на Девстроука. It's nearly been a century since the Clarksons first took control of Lucari. 100 years. I always thought my legacy would live on for 300 at least. I'm gonna find the real killer and beat the living dog shit out of him.
Yet it looks to me like times have changed. We ain't in the good old days no more. You understand me, boy? Yes, sir. I'm right there with you, Paul. Он в вышиванке какой-то, что ли, Start, ходит? sir. Я Let что-то the не понял. Clarkson family strong again. First, I need to find whoever Бля, really реально, killed это надо Liz подтяжки and bash просто. their fucking brains in. Не I подтяжки, saw нихуя. this coming. Ever since the day Lenny left home, the town of Lucare has been cursed. Реально, Deathstroke We чисто. can't stop what's happening now. It's too late. It's beyond me. No. It's beyond the minds of anyone who comes from the olden days. You understand me now, boy? Yes, sir. Believe me, I do. I'll kill him. Just leave everything to me, Paul. Are you serious about this? Yes, sir. Right hand of God. Look right in my eyes. I ain't lying. I'm serious. I just need you to lend me some truth. Некоторые персонажи прям красиво, хорошо выглядят, а некоторые, блядь, как будто на какой-то That's the job I've been 91 given, год. and I intend to do it. Well then, let me ask you one more time. Are you serious about this? Yeah. Hell yeah. I'm a Clarkson, and all Clarksons have a job to do. Isn't that what we always say? Then I'll need an arm. Yeah. What? Well now, you want to use my troops, I'm gonna need to know whether or not you're really serious about this. Just one arm. Slide it on through that wire there, and it'll take care of it for you. Paul, I mean, you're joking, right? Daniel, have I ever told you a single joke? No, but If you want to become a real Clarkson, then you done got yourself a job to do. wait, Paul, I get it now. You want me to stick it in and pull it out at the last minute, right? You want to see if I got guts or not, but there's gonna be another way. You can't be serious, sir. Hey, knock it off, you assholes! Let me go! He's just joking with me. Let me go, goddammit! Oh, please, sir, don't do this! Just tell me this is a joke, please! I am a Clarkson. And no matter how our fortune falls, all Clarksons have a job to do. That be the law of this land. Жесть, он крут. Это моя сразу. Это не мое. Вот это может быть моя. Ну, моя вот левая. Я сразу забронировал себе столик. Шленка. Как он вообще не совпадает с ними. Там шла Швейцарии, получается, Италии, Норвегии, не знаю, какая страна может быть, и, соответственно, Югославии. Шо? Денег дали 100. Опа! Вот так вот. Вот так вот. Вопросы. Вопросы какие-то, может быть, есть. Может быть, какие-то вопросы есть по этому поводу.
Награждение. За предотвращенные катастрофы. Ну, понятно, кал. Штрафы. За урон пешеходам. Надо, блин, вот это не заниматься этим было. Убито врагов. Тени капиталисты, тени пучинилисты, тени аллигатристы, тени белкисты, тени дикие псинисты и дикие пчелы, тени убийцы. А почему я, мне кажется, 11 часов я цел? 3 дня. А без смертей, наверное, потому что и долго не было. Хотя тоже долг не очень понятно, если учесть, что как бы у меня отняли больше, чем у меня было за пребывание в отеле. Давай новый сейф найдем какой-нибудь. Специально обученный сейф. О! О, это что самое? You can hear me, right? I'll be with you soon. I'm not sad. Honestly, I can't wait. It's all I think about lately. I mean, we'll be together again. We'll get to discuss movies, food again. Everyone around here has bad taste. They don't understand things the way we do. It's a shitty world filled with shitty people. Если смотреть ему на ноги, то очень, конечно, он парит над листьями. There are movie theaters and restaurants over there, right? As soon as I get there, let's go grab some peanut butter hamburgers and yogurt smoothies. I'm so excited, York. Please, York, don't rush me. О, она, Just да, need да, to да, wait да, a bit да, longer. I still have one job left to do. I need to finish it. I have to. Or else I'd never be able to face you. Just give me a little more time, okay? Двадцать 19-й. Томпсонвилл, пригород Бостона, Массачусетс. So, Lisa's mother, Galena Clarkson, confessed to murdering Lise. Был дело. But then immediately afterwards, she went insane. So you had no choice but to detain her. What a terribly convenient story. You were the first person to find the suspect hiding at a farm on the edge of town. And you even got her to confess to the crime, right then and there. Did anyone else get a chance to hear Galena's confession? Она вроде, да, не признавалась, по-моему, ни в чем. Only us. Ебать нахуй, Тину Коин только что улетел в Космодемьянск, похоже. Пиздец. Ебать, это X. Это X1,5. How did you even find that shack in the first place? Нет, не X1,5, это 20% пока всего. Хуйня. Metaphysical offender profile. Meta what? Should I know this word? Metaphysical offender profiling. The term appears 6 times in the Lucare report and 14 times in the 2010 Greenvale report. Так, я пытаюсь понять. 14 раз в том плане, что типа это моменты, когда он уходит, блядь, в этот мир со стрелялкой. Что, 14 таких этих моментов было в первой части? И 6 будет в этой всего? Или что? As long as you're solving cases, the people in charge don't really care what sort of words you use. But we're different. You utilized a highly abnormal method to instantly hone in on a suspect. Then you did it again and again. And every time you used it, one term kept appearing in your files. Metaphysical offender profiling. Mr. Morgan, would you mind explaining to us what this term means? We could try. But no matter what words we used, you'd never be able to understand. You see, it doesn't
pertain to this side. Come, my fairy. Stop hiding back there and give them the explanation they... What? You're too shy? Mr. Morgan? Mr. Morgan! Come on out. Don't... Блин, а я скипнул, а там что-то говорил он, поэтому... Камон. Is that all you have to say? Don't underestimate me, Morgan. I know you and the Clarksons share a deeper connection. Much deeper than how it appears on the surface. I need to shake him with something else that's directly connected to the... I'm gonna jog his memory by force. Так, поехали. Старые грязные письма. A stack of old letters. These must be the letters that he mentioned in the report. That dragonfly mark proves it. Бля, это может быть главным моментом. Someone stole Lisa's body and it's been missing for the past 14 years. I find it hard to believe that it was simply hidden in that cold storage warehouse the entire time. Why wasn't a more detailed investigation carried out? Еще может быть... Это оно и есть, да? Туда вот это нажимаем. Еще может быть такая тема, что типа он... все, что мы видели, допустим, про огромного трехметрового человека несуществующего, что он это выдумал, типа, и нам показывает это, потому что как мы видели с его рассказа вот нынешнего, то есть где он мог подпизнуть, скажем так. А, например, тело он сам выкрал. Ну, я так чисто. Просто, что может и такое быть. The postmark suggests they were sent out from Louisiana. And I suspect that dragonfly mark belongs to the Clarkson. So what if it does? A stalker has been harassing Patricia Clarkson for several years now. Did you know about this? Патрисия Кларксон, такая Патрисия, видимо, это constant silent phone calls, unmarked letters. She also spotted a suspicious figure lurking near her mansion several times. And just last week, her employees spotted a strange figure lurking in the vicinity. Петти нашу эту Палестину зовут не Патрисия, полноценное у нее имя. The day someone else coincidentally used your alias and traveled to Louisiana. That's very intriguing. Aligned symbolism. Lise Clarkson also reported being harassed by a stalker just before she was murdered. You're aware of this, correct? Да, трехметровый мужик. Because I didn't find any mention of this in your report. Так. No direct connection to the case. That's what we must have thought. The visionary lies to himself, the liar only to others. Which are you? That's enough for now. This all has nothing besides. There's no evidence that proves... Isn't that right, my fairy? Reading over it again, I can't help but notice how well organized this... One might even call it perfect. Except some parts have been redacted in an extremely suspicious way. Why are all these places blotted out? Mr. Morgan, I noticed that several parts of this report have been redacted. For example, here. One individual's name has been erased from the key figure list. Блин, надо в момент не проебать, когда продавать, блядь, Тину, потому что это пиздос. 30%, 50%. 50% роста, блин, произошло. Ну, X2 должен дать, хотя бы X2 надо. Would you mind telling me why? Someone in charge must have thought it was unimportant. Or... Why would they think... How should we know? We've never understood what those people... Well, I took the liberty of trying to restore what was taken out. Normal ink was used to blot it out, so I was able to recover part of it. Here's what it says. Sapling salesman. Ну это как Келвин, или как его там звали? Кэссет. All the other redacted parts seem to be connected to this person. But I can't think of a single reason why this individual would need to be removed from the report. Why is he so untouchable? Oh, him. He's nothing. We were barking up the wrong tree. Meaning? Can't include someone who doesn't exist in an official report, now can we?
doesn't exist, you mean he had nothing to do with the case? Yeah, you could say that. Не существует его. Окей. Mr. Morgan, according to you, at the beginning of this case, the victim's body was being stored in the warehouse on purpose. Is that the truth? They really put her body there alongside food and other perishables? It's in the report. No. The report only it was stored using the most effective and shockingly inhuman method possible. If you can think of a better phrase, we're all ears. The report isn't wrong, you know. In fact, that might actually be the most accurate way of describing. It's precise, and it's also kind of poetic. Wow, Simon. We never would have taken you for a poet. Так, мне в Facebook пытались заломать просто. Right? You two think this is a joke? Lise Clarkson's body was discovered in that cold storage warehouse after 14 long years. If you'd only done a proper investigation, we probably would have found her much sooner. That poor girl. We still regret the fact that we never got to meet her. Так, ну, при всем уважении, меня как бы не пускают больше на этот склад, поэтому абсолютно не будет удивительным, если, например, он там и остался на этом складе, это тело, его просто спрятали в этом складе где-то, и потом, когда мы ушли, его обратно просто высадили, ну, вывалили. Но там все 14 лет пролежал, ну, теоретически, почему нет? We're sorry, from the bottoms of our hearts. I only hope it didn't happen that way by design. Will you comfort me? Thank you, my fairy. I knew it wouldn't go that easily. Maybe I should try. I could use Agent Jones here. Так. Куча DVD-дисков мы уже видели. Films teach us all we need to know. That's ridiculous. I'd rather read a book than watch a stupid movie. Бля, ну это, конечно, сейчас будет разговор опять очередной про фильм какой-нибудь ебучий. It's bugging you, isn't it, Aaliyah? Huh? I get it. It's even got my heart racing a little. I mean, look at this. Nothing Так, but что-то он DVDs. заболтался. Неужели это главный вариант правильный был, блин? Я думал, наоборот, самая хуйня. Not a single Blu-ray in sight, just pure, unadulterated DVDs. And he's got VHS tapes, too. Spaceballs. Такой вот фильм. I don't even have a VHS player in my house anymore. Whoa, look at this. Check it out. This one's got a lot of pizza in it, remember? You're not wrong, Simon. There's a very large quantity in 1987, directed by Mel Brooks. The version on that tape is the one we recorded back when you could catch it on cable TV. Seriously? Damn, Morgan, that's incredible. You're really living the dream, man. I hope you both haven't forgotten that this conversation is also being recorded. А это легально вообще в Америке записывать фильмы, типа, которые по телеку показывают? That's the window that faces the street out. I can tell just from the layout of his furniture. Now I'm surrounded by everything I couldn't see out there. This is a nice building. Layout isn't bad either. Whew. Must be rather expensive to rent a place like this. How many other rooms are there in this? That room over there, your bedroom? Why so curious, Belle?
It almost sounds as if you're seeing this place for the first time. Aside from the hardware shop on the first floor, every apartment in this building has the exact same layout. We're well aware that you studied the layout of this apartment before you came to see. There's no need to act so. Just be honest. Say it. I want to see your bedroom. Well then? Doesn't mean we'll let you see it, though. Жесть, он крут. Agent Jones is completely checked out, despite the fact that we're heading deeper and deeper down the rabbit hole here. Agent Jones, are you paying attention? Or do you intend to waste Mr. Morgan's precious time? No. Sorry. I'm just a little tired. I'm listening. Take your hand out of your pocket. Didn't they teach you any manners at Quantico? Oh, right. Guess they slipped my mind. My bad. I'm actually kinda nervous. I'm not used to this sort of thing. Data analysis is my specialty, you know. I'm sure I'd be able to calm down a bit if I had some pizza, though. The FBI needs to do something about their lack of personnel. I'll have to ask but how should I start? Maybe I should look back over the files and calm... А, все, вообще только один. Нет, не один, люстра еще есть. An elegant antique lighting fixture. And most of his other furniture is of this. Why is his room such a mess? This is why instead of calling him a dangerous person, they've labeled him a high-functioning socio. Что за звук? Еще один звук. Just the usual around here. No need to worry. The usual? Yes. A strange person lives upstairs. Every now and then, he makes noise. What's strange about him? Several years ago, a woman was murdered upstairs. Her husband still lives there. Yikes. He's ex-BPD, and apparently he's still searching for the killer, but it seems like they cut all support for the investigation. The team on the case wanted to keep working on it, but the tale is old due to his situation, perhaps. He's been making, like you just heard. You never noticed anything, Agent Jones. Well, I did hear some loud noises every now and then, but I didn't think they were real noises. I mean, look at him. It's not like he's reacting to the noise. He always just went about his business as usual for all the years I've watched him. So I just figured it was coming from the TV. You really amaze me sometimes. Так, ну я больше ничего не могу взять, только два в So этот раз. far, everything checks out with the report, but there were always some parts of the report that didn't make sense. He expects me to believe he just happened to solve a case this difficult while he was on vacation. And metaphysical offender profiling? I won't let him distract me with his fancy made-up. After you arrested Galena Clarkson, you had a run-in with the Clarksons. At least that's what it says in the report. What exactly happened there? Just a simple run-in, that's all. Nothing but a single phenomenon. Chasing hollow instances like that won't lead you closer to the truth. Truth doesn't work like that. A hollow phenomenon, which resulted in a mountain of corpses. Oh, Belle. We think we finally understand what you're trying to say. But
don't be so voracious. How about another cup of coffee? We've still got a long way to go, you know. Yes, it's coarsely ground, so there should only be 4 teaspoons per cup. Сколько нахуй? Я 1 обычно, ну 2 максималка, блин. No more, no less. Ну 1,5 я на самом деле обычно делаю, типа 1, наверное, никогда не делаю все-таки. Next, the coffee travels from the funnel to the siphon. Simon, normally you only do surveillance in order to gather data, correct? Hiding microphones and cameras, sifting through garbage, wiretapping, shadowing, tracing credit card histories. You'll do whatever it takes to gather data in order to prevent crimes. That's how the FBI works. Well, yeah, you're right. No reason in hiding it now, I guess. Why do you ask? Our Southern Belle has adopted a very peculiar MO. Что такое ЛД? Точки действия? It's almost like У нее смешное лицо сейчас было. she has a special power, just like us. You've been watching us this entire time, haven't you, Belle? From that window. I don't need to answer that question. You came here on New Year's Eve, then spent 49 hours watching us until you returned to your hotel room last night. You observed us the entire time without sleep or rest. And you only ate once, some pizza delivered by Simon. Aside from that, you never drank any water or relieved yourself. You simply sat there and continued to watch us. Я никогда не слышал слово облегчалось на английском языке. Как он сказал, relieved, наверное, relieved yourself. Надо запомнить. You have visions, too, don't you? You came here solely to hear us talk, didn't you? But then, why bother watching us for over 2 days beforehand? You didn't come to talk with us. You came because you wanted to see this apartment with your own eyes. And because you're already convinced of something. Isn't that right? He who fights with monsters should see to it that he himself does not become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you. Это я придумал выражение, кстати, в реальности. Ну, это я придумал, реально. Не фэк, это реально я придумал. But I... Oh. Coffee. Thank you, my fairy. If you hadn't been paying attention, this coffee would have all gone to waste. Мы этого не хотели бы. The pus in our brains. It really has a way of interfering with our lives. У меня в зубах в основном. Didn't remember. She came along. No, what's coffee? Yes, coffee. Так. Пьем кофеечек. Oh. What the Christ? This is friggin' delicious.
I thought I was gonna shit myself for a second there. Не хотелось бы Come on, дивановый. Aaliyah, take a sip. Trust me. I'm not exaggerating here. I don't believe it. It's better than any coffee I've ever tasted. Of course it is. Coffee is a sacred drink. Coffee saved us. If not for its oracle, we would be on the other side right now. So I never forget to pay my respects to coffee, especially at critical moments like this. Big black cumulonimbus clouds are in the sky. And that sound. Thunder snow is coming. Снег с грозой, такое бывает вообще? Кстати, ни разу в жизни не видел снега с грозой. У нас вообще такого не бывает, мне кажется. Гроза в принципе не бывает зимой. Так, ну я так понимаю, что мне надо молнию, да, смотреть в небе. Да, очевидно. Так, фотокарточки замороженного тела. If he actually had a hand in this, it would explain why Lisa's body was left frozen for all that time. The body wasn't stolen. It wasn't that he couldn't find it. He just left it there. It's definitely a possibility. It's a definitely possibility, говорит, а переводит, зачем это такому опытному агенту. Кому верить? Why would an agent as skilled as you... А, ну вот теперь... А, ну это ошибка. Это этот, типа... Раньше времени фразу перевели. Close the Lise Clarkson case without locating her body. Good question. Maybe we just weren't as skilled as you think back. Isn't that right, my fairy? You reported the body as being stolen. Was that truly the case? Meaning? Meaning there's a possibility that the body wasn't stolen, but purposefully. Maybe someone ordered someone else to get rid of the body. Or even store it. But who? And for what purpose? In order to use the body for something else. You never considered that? Для, может быть, какого-нибудь этого... Господи, блядь, забыл слово. Ритуала. Perhaps there's some connection between the frozen body and the fact that Sang Rouge is still being produced. А, он еще производится до сих пор. Hey, Aaliyah, how about explaining yourself clearly so that even I can follow along? Someone extracted the ingredients to Sang Rouge from Lise Clarkson's body. That's what you're trying to say, isn't it, Belle? So that they could go on producing the inimitable drug without Professor R. What? Drug addiction destroys people, physically and mentally. It makes them capable of doing anything just so they can get their hands on a fix. Abusing a corpse? That's nothing to an addict. And with your dependency, I suspect you might know just what that's like. Maybe we do. If you threaten to take this away from us, I might have to kill you both right here. And steal all your $100 bills. Oh, spine-tingling. Scary. Так, Саймон Пек. Does Agent Jones need pizza? Why does he hate being out in the field so much? He knows we need to be on our absolute guard against this guy. Why can't he just pull it? Come on, don't glare at me like that, Aaliyah. I told you, I'm out of my element here, remember? This isn't the time or the place. Well, yeah, I know. I'm just really nervous. I mean, Morgan's a legend. And now he's right in front of us, and things are all tense. I'm sure it'd give any normal agent a stomachache. Incidentally, Simon, why did you... Don't ask.
I don't mind. I could even make you another cup of coffee, if you like. Fine then. See, I used to work out in the field. Even had my own, but we had a little rivalry that sort of ruined our It was over a woman, of course. You know how it goes. We fell in love with the same girl. At the same work. Then one day, the three of us went to go do a stakeout at a restaurant over in East Boston. I pretended to be a customer while my partner waited in the car, and she waited in the building across. Well, it only took a few minutes for my partner and I to lose our heads. We started engaging in this dumb contest to see who could impress her more. Things were looking bad. I knew I was gonna lose. Then, something happened. Right in front of me, a customer starts choking on something. Her face was pale, froth at the mouth, the whole 9 yards. I got up at once, but my partner stopped me. He didn't want us to blow our cover. So what did I do? I ignored him. Helped the guy anyway. Ну а чем помощь парню, типа, прикрытие бы разрушило? Люди вокруг, типа, просто нормы считают хуй положить, но не все ж такие. I couldn't stand by and watch that. I couldn't help myself. Next thing I knew, I was a hero. The guy survived, the restaurant thanked me, and I'd even managed to win the heart of you-know-who. It felt pretty good, you know, one-upping my partner right in front of his very eyes. But that was the beginning of the end. A few days later, she and I went to go get some bubble tea at a cafe in Brookline. And a man comes up to me and said, I'm here to thank you on behalf of the person you saved in that restaurant. Feeling a bit cocky, I said, all in a day's work, my good man, and tried to brush him away. But he held out an envelope to me and said, My client broke 3 ribs thanks to the unnecessary Heimlich maneuver you administered to him. He wants you to ensure that he'll be able to get the proper treatment. I thought I'd saved someone. But all I ended up doing is wasting a lot of my precious time wrapped up in an astronomically stupid court case. It also blew our cover, so our target found out about us. In the end, I was taken out of the field and banished. Бля, я скипнул, не прочитал. Sorry, I didn't mean it like that. Anyway, well, of course I also lost the love of my life and went back to being a lonesome loser. And that's why I hate being out in the field. Интересная история, конечно, очень. Oh, come on! I tell you all that and you're not even gonna say anything? That was Это правда. long. Это правда, блядь. Это чистейшая правда. И это реально было Hey, долго. I warned you. I told you it'd be long. Oh. Так, сейчас. Ну что-то падает, непонятно как-то, очень подозрительно. Ой, бля, я не посмотрел на эту, ну ладно, хуй с ним. Agent Jones, I'm sorry for not responding to your story. Не проверил это. It was just so bizarre. А если I б я, wasn't sure what to say. если б я не послушал этот рассказ, что бы произошло? Sorry that the greatest trauma так of my же life сказала. ended up being too bizarre for you. Well, what do you expect? All you ever talk about is pizza or hitting on women? Honestly, it offended me. I felt like I was listening to a teenage boy tell some misogynistic conquest story. Ой, бля. Whoa, whoa, Aaliyah. Hold on a minute here. Despite how I may seem to you, I am actually pretty popular with the... And you know that coworker of mine? She's the one who came on to me. Besides, I only told that story because a certain someone asked me to. It's what happens when you're a popular guy. Is this all some big joke to you? I'm really losing my patience. You simply have yet to awaken to my masculine Maybe you should try getting some more experience under... Agent Jones, are you trying to get me to sue you for sexual harassment? He's digging his own grave. Isn't he, my fairy? Aw, come on, Morgan, not you too.
I'm sure a guy like you can tell why women might find me attractive. What's that supposed to mean? I just mean, you know, imagine it for a minute. A woman who you wouldn't necessarily call beautiful, yet still possesses some unique charm. You see women every now and then who you wouldn't mind spending a night or two with, and I'm like the male version of that. Ну, действительно смешно. Come on, you know what I mean. Some women just prefer a man who's a little below the norm. And they're usually with a different guy each time you see them. From straight-laced businessmen to gold chains and fake tans. They prefer buffet style, you know? Anyway, my point is, we've all got this special kind of sex appeal. I couldn't even keep track of all the sexist remarks you made just now. Hey, just cool it for a sec, would ya? We're having a guy conversation here. Ебать! Вот это он нахуй как-то он, блядь, раскочегарился во время разговора. То был вообще, блядь, чмони-чмонстером, блядь. А тут хуяк, нахуй, затыкает ее, блядь, типа, эй, ты, блядь, шлендра, нахуй, заткнись, тут мужики говорят. This is all just strategy I'm using to try and loosen Morgan up. Trust me. Ага. Окей. Бывает такое. Так, блять, а я чё нажал-то в итоге? Там что-то было? Блин, а я, короче, я смотрел, сколько Тину Коин стоит. И нажал, я думал, я нажимаю на молнию в небе, я нажал на какой-то другой выбор, походу, там был. Блин. Надо будет пересматривать. 2:35. Запись сейчас идет. Надо будет пересмотреть. It's almost like a manifestation of the atmosphere in this room right now. Что я проебал? Do you hear that thunder? We're in Massachusetts. That's the norm for this time of year. Well, I'm not used to the cold. If possible, I'd like to finish this up before we get stuck in a snowstorm. Agent Jones, after we're done here, Agent Jones, is something the matter? Snap out of it. Oh, sorry. Yeah, I know. Do you? Then stop daydreaming. Okay, I just... You just what? Он как наркоман, типа. Сейчас у него тряска начнется, как вот у Жика. My stomach's been letting some thunder loose, too. Thunder? That coffee was just so... It what? We don't have all day here. Я вот когда выпью молока или что-то молокосодержащего сожру много. У меня сразу прям, это... Summoned forth a massive tsunami from within me. Прям давит, прям по жесть, надо срочно срать идти, прям бежать, прям срать. Вот буквально там полчаса не пройдет после употребления, и я прям сразу гарантированно иду сракаться. Только почему так хорошо, что вызывает огромное цунами, которое вот вырвется из меня. Excuse me? What is wrong with you? Now is really not the time for this. Ты еще на сексуальное домогательство Door, передай, что он хочет этот капрофилии, блядь, тебя угостить. В конце коридора. Thanks, pal. Hold on. We promise you, we did not put laxatives in the coffee. Coffee is a sacred drink, remember? Motherfucker. There's no doubt that the report omitted information linking Morgan to the Clarksons. I need to get him to confess. Oh, yeah. That reminds me, there's a secret weapon in Agent Jones's briefcase. Ага. Секретный. Порог Зак. He's chain smoking at nonce. He's clearly dependent, which means he might be dependent on other drugs as well. Mr. Morgan, I heard that you were always a... Did you ever wonder if that was the reason you contracted your... Nothing. I'm just personal... Sometimes, people die in car accidents
regardless of how other times they slip on their bathroom floors and crack open their heads. I'm not concerned with statistics. I'm just curious about you. We switched over from nicotine to this. It's less addictive. That's one step in the right... Perhaps. If we're talking about withdrawal symptoms or physical dependencies. But it still seems like you're smoking too much at once. Honestly, it looks to me like you have a mental dependency. Maybe. But so what if we do? Surely you know about gateway drugs. When a person starts to use one drug, it becomes much easier. The first drug acts as the gateway that leads them to... Oh. Are you trying to say Поэтому у нас и запрещена that's going to травка. happen to us? No. I'm simply saying there's a possibility. Так, все, больше нихуя нет. Сразу же портфель Agent Саймона Jones Пегга. probably won't be back for a while. Actually, now might be my opportunity to make some... Опа. Have you ever seen Оно. this before? Вообще оно лежит у него, блядь, под ногой прямо. And please, don't say no. Sang Rouge, the drug we once chased. What about it? Sang Rouge is still circulating. It's changed shape and its composition is slightly different now. But it's still very much alive. But only in a very limited part of Louisiana. You aren't surprised? Did you somehow know this would happen? Copies of another drug being circulated isn't exactly a rare... But Sang Rouge is special. The inimitable Enigma powder. It has many names, and no one was ever able to copy it. We've also been trying to figure out what it's made from ever since it appeared, but it's impossible to analyze. After all, it appears to be made from common ingredients that can be found anywhere. But if you try to use those ingredients, all you'll end up with is a mundane hallucinogen like DMT. If you're lucky. No. Sang Rouge requires a special recipe. The original recipe. Which someone who survived the incident in Le Carré. Владимир Зеленский? Больше ничего нет. He read these over like a prisoner rereading letters from his loved one. But the last letter was delivered years ago, according to this postmark. That must be the last time he communicated with whoever was sending these. Yet, he left them out in plain sight. Immediately after they found Lisa's body, I went to go see Patricia, in order to interrogate her, of course. So you told us. But I was unable to meet with her. She refused to speak with you. That's so like her. No. She didn't get the... You see, she's gone missing. What? Ебать. To put it more accurately, no one's seen her since the afternoon of the 28th. According to her employees, she shut herself up in her room for several months before she disappeared. But since that sort of thing happened often, they didn't think anything of it. On the morning of New Year's Eve, they noticed her window was open, and when they went up to check on her, she was gone. But no one knows how long her window had been open for. This is just my hypothesis, but on December 28th, a strange man visited Le Carré and was spotted near her mansion. That man must have found some way to lure Patricia into his car, the '89 Cadillac that he bought used. Then, the two of them drove north to Trenton, where they boarded a train to Boston. They would have arrived here around midnight on the 29th, or perhaps early. I believe this man is the same Billy Bishop whose name was previously recorded by the airline. So, what do you think of my guess? I'd love to hear your opinion as a former FBI special agent. Now we get it. We aren't persons of interest. We're the suspects. But what about our alibi? What alibi? I've had enough of your bullshit. You expect me to believe you haven't taken a single step out of this room? That Agent Jones is your witness? Ну камеру, да, сейчас покажет. Surveillance cameras can easily be tampered with. Especially by someone like you, who knows all about how the FBI works.
You're possessed by death. Go and take a look at your own face in the mirror. You look like the Grim Reaper. After you visited both Le Carré and Greenvale, you left a mountain of corpses in your wake. You can make all the excuses you want. I'm immune to them. Right here, right now, I want to know everything. You tell me the truth. Yes! You're good, Belle. Damn good. You're brimming with potential. Don't you think she's the perfect partner for our last dance? What do you say, my fairy? Don't you agree? She's good. So good. What do you want to know? We've got nothing to hide. Go on. Question us. This is how it's got to be. Doesn't this remind you of something? You know what I mean, my fairy? О, сменилась экран загрузки во второй главе, походу другой будет. 2005 год. Снова Le Carré, Луизиана. О, блядь, ну я же сказал нахуй. Ну, блядь. Шериф или Carré. Да, бля, кто бы... Бля, ну нахуй. Я читаю просто, блядь. Ну это очевидно. Конечно. Конечно, нахуй. Конечно, блядь. Нет, чтобы негра какого-нибудь убить, ёбаного. Нет, нахуй. Надо убить, блин. Единственного приятного персонажа, The head and считаю, limbs were Палестины. severed and lined up, according to the lines that were drawn with her blood. Just like migratory birds flying systematically across the sky. Hey, Zach, what do you think this means? They're severed roots. Severed roots? This is the way the Clarksons kill someone when they want to cut him off from the family. And how do you know about this? Everyone in town knows about it. They're just too scared to talk. What does the V stand for, then? Beats me. What, you think I know everything Но now? они поддерживают просто специально. Vilitatio. It means quarrel Vigilante. in Latin. That's what the V stands for. Latin. Intriguing, isn't it, Zach? Да не очень. There are no defense wounds on the corpse. In other words, Galena showed no signs of resistance when she was amputated. But, strangely enough, there are small traces of subcutaneous bleeding around the wounded areas. That's a vital reaction, which means she couldn't have been dead. You mean... Yes, that's right, Patty. Galena was amputated while she was still alive, and she never resisted. Is that even possible? It certainly isn't impossible. For example, if she was put to sleep with a drug, or if she desired the amputation herself. Why would she ever desire that? Mr. York, I'm sorry, but there ain't no way that could have happened. How can you be sure of that, Melvin? Our world contains phenomena that could never be explained with logic. This is especially true for phenomena in which humans are involved. Do you really think all the facets of love and hate can be explained with logic? Well, no, I don't reckon I do. Yeah, might be too early to rule out those possibilities, just like you say. Zach, now we truly know just how deeply the Clarksons are involved with this. Patty, how long does it take to reach the Clarkson estate? Just a short drive. You just gotta head west along the Mississippi. You can't miss it. Got it. Thank you, Patty. By the way, Melvin, no matter how accelerated Patty may be, don't you think she's still a bit too young to see something like this? For the record, I have no intent to instruct others on how to raise their children, but... Holy moly, you're right! Patricia, CLG! Come on, sweetie. Kids shouldn't have to see stuff like this. Daddy, it's too late now. Галина была убита в своей камере, Clarkson явно в этом замешаны. Блин, я бы засейвиться и закончить бы хотел уже. Слишком много сюжета, слишком. Я бы в боулинг.
проще было бы, поприятнее быть сейчас, конечно. Боулинг это мое все. You sure you okay, Блинчики это CLG? вообще база. I'm fine. Besides, I'm used to seeing stuff like that on CSI. Место You're the one who looks pale, Daddy. Well, it did shake me up a little. Ну, честно говоря, But я I'll не... be back to normal in no time. Я бы не сказал, что он сильно бледный, так скажем, блядь. Да, было дело. Sorry about that, Mr. York. What say we rest in the interrogation room till we all calm down, CLG? Sure thing, Daddy. I'm gonna go sit with Daddy for a bit, Agent York. We can join back up later. Блин, там сейва нету точно. Galena killed her daughter, so her family cut ties with her. Do you really think that's what happened here, Zach? If this is truly the ritual that the Clarksons use to cut ties with someone, why would they go out of their way to do it here, in a holding cell? They could have easily done it after we released her. And judging from how Danny Clarkson was acting, I think it's clear that he really loved Galena. How could he accept this grotesque butchering, even if it was for the sake of the family? There's no point in ruminating on this. We should get back to the investigation. As long as we keep moving, the answer will inevitably fling itself straight at us. А чё так это, блин, надо даже не дали посмотреть. Они так и не показали, блин, ну какой тупо. Такие темы, там, пиздец, там чуть ли не ебалась мать с дочерью, блин, такими этими СМР, блядь, репликами, голосами. А посмотреть на труп так и не показали, только типа сбоку, там, с всех сторон. В прошлой части там прям самые главные картинки были, как типа трупы в дерево вырастают. Странно. Охуенная миссия, прям вообще 10 на 10. Реально интересная миссия. Что я сделал вообще в ней? Кстати, а я голодный был, я помню. Меня подхавали. И четверг наступил, по-моему, была среда. Не уверен даже, на самом деле. 9 утра. Как будто то же самое время, когда было закончено в прошлый раз. То есть время как бы, ну это игровая условность. Время как бы ни секунды не прошло с того момента, но как бы случилось очень многое. Да, и даже эти квестики не закончились. Мультики. Блять, опять этот негр. You found the flying serpent, but now the flying serpent will come to find you. Yeah, that sounds right. And it looks like this flying serpent is a venomous one. Some become feasts, while others are eaten alive. Which fate would you prefer? Both sound marvelous, but let me check with Zach. A fine answer. Find the one who fired the pistol at heaven. Within the white hall of beds, brandish the ticket to the goddess. And once again, you will see the other world. Do you comprehend the oracle? Zach, it looks like he's hell-bent on leading us back into that other world. Follow the oracle. Oh, I will, Hungan. There are only two types of things in our world. Things that should be resisted, and things that should be accepted. And I believe this oracle is something to accept. Do you think we're crazy for believing everything that skeletal gentleman says? No, we're not crazy. Not one bit. This is our destiny, that's all. But I shouldn't need to explain that to you, Zach.
The one who fired the pistol at heaven. Firing pistols at the sky might be a rather common occurrence for the South. Remember? Young Guns, 1988, directed by Christopher Kane. There's that great scene where Emilio Estevez keeps firing his Colt M1877 up at the sky. Well, but that film took place in New Mexico, didn't it? And the Oracle probably isn't referring to a situation like that. It's got to be for some purpose other than an attack or a threat. Raising a pistol up to the sky, then slowly pulling the trigger, kind of sounds like the start to a race. Don't you agree, Zach? Unfortunately, Zach, you're wrong. We need to find someone who fired their pistol straight at the sky. The one who fired the pistol at heaven. Firing pistols at the sky might be a rather common occurrence for the South. Remember? Young Guns, 1988, directed by Christopher Kane. There's that great scene where Emilio Estevez keeps firing his Colt M1877 up at the sky. Well, but that film took place in New Mexico, didn't it? And the Oracle probably isn't referring to a situation like that. It's got to be for some purpose other than an attack or a threat. Raising a pistol up to the sky, then slowly pulling the trigger, kind of sounds like the start to a race. Don't you agree, Zach? Так а при чем тут ферма, доставка еды, офис шерифа? Я хуй знает, блядь, вообще. Такой Томпсон, я вообще даже не знаю, кто такой Томпсон. Pistols are often fired straight at the sky in order to signal the start to a race. Now try and juxtapose that with our case. Surely you must have figured out the answer to this. Я вообще нихуя не понял. Начало гонки. Ферма тракторов. Доставка еды. Офис шерифа. Ну при чем тут, блядь, этот чел-то нахуй? Как он может связан-то быть? Я вообще нихуя не чувствую, не нюхается мне что-то вообще ни капли. Бля, я не ебу просто нахуй. Pistols are often fired straight at now. Try surely you must. Bingo, Zach. Что? Чем, блядь, я догадался? Чем? Currently running a race here. Так. And the one who started this murder investigation is indeed the one who fired the pistol at heaven. Чего, блядь? Тот, кто начал расследовать, и в самом деле тот, кто стрелял в In other небеса. words, the person who first discovered the body. According to the files, Lisa's body was discovered by Chuck Thompson, crawfish. Во-первых, как я это должен был понять, что, блядь, тот, кто первый стреляет, это тот, кто начал дело, блядь, ну как это сопоставляется вообще? Просто пиздец натянуто, как я не знаю что. А уж то, что, блядь, Чак Томпсон, имя ни разу нахуй не упоминалось, кроме одного, блядь, раза в начале 10 часов назад, блядь, что нашел тело, типа, это вообще бред, блядь, что я должен был это помнить. Кто такой мистер Томпсон? He apparently works out of a fishing hut located in the marshes south of the Ну, bayou. это ничего ни на что не влияет, я думаю. Let's go pay him a visit. Who knows? We might even get to see some crawfish. What? Why isn't the murderer the one who started this race? Zach, this isn't like you. Of course the murderer isn't the one who started the race. The murderer's running it. They're currently in first place, and they're breaking all the rules. Any more objections, Zach? Within the White Hall of Beds. This one is even easier. There are only a few establishments that have a whole hall's worth of beds, especially in a small town like this. I'm sure you've already got a pretty good idea about beds all lined up. Only an amateur would hear that and think it must be referring to a brothel. А, ну либо, блин, церковь, но Who там would нет. ever use White Hall as a symbol for a bordello? No, a White House refers to the same place no matter what country you're in. Бля, ну мне кажется, церковь. You never disappoint me, Zach. Это типа все-таки с мозговинкой, а не с этим. Не просто, не самое очевидное. It's a medical facility. They invite their patients into rooms full of beds where they're tended to by doctors and nurses clad in white. It's definitely a White Hall, where people are invited into beds. You always manage to impress me with your intuition.
really counting on you here, Zach. And I know I'll always be able to. Agent York, you're trying to leave without your trustworthy assistant? Как будто у него голос изменился. Hello there, Patty. I'd never attempt such a thing. I was simply engaging in a battle of wits with Hoongan while I waited for you. Hoongan? Yes, the skeletal gentleman in the top hat. Not that story again. Is this how you always conduct your investigations? This is the way I work. I bet you can't find a single partner, not even in the entire FBI. That's not true. I always work together with Zach. Oh, right. Zach. Don't worry. I'll be your partner while you're here in our town. Now, let's go investigate. Ой-ой-ой-ой. Посетите Чака, человека, который первым обнаружил тело Лиз, и в больницу сгоняйте еще. Хижина ловца с раками. Направьтесь в Евангельскую церковь или Карре. Просто направиться в нее, но я там уже был. Так, заебись, а сейф-то будет когда-нибудь вообще в этой игре? Кстати, этот куда-то ушел. Сейчас, блин, только выйдешь 100%, нахуй, он сразу высрется на... А, тут сейф есть, слава тебе, господи. Ну все получается, сейф наконец-то. Тысячелетний сейф уже. Все, 3 часа, 1 минуту, уже дохуя, больше, чем даже планировал. Ну, расперживается, конечно, ну тут очевидно, прям врать не буду, расперживается. Расперживается, то есть... 3 часа сюжета, уже хоть что-то, реально. Вот, значит, то, что это вообще, блин, было с матерью и дочкой, это вообще был тупо топ. Прям вообще красивый момент, мне понравилось. В пизделке потом, ну, лучше пизделки, чем, блядь, эти 30, убейте 30, блин, сперматозоидов в яйцеклетках. Это вообще несерьезно. Хорошо, расперживается. Нормально. Все. 7 часов сегодня с хуем наиграл. Но боулинг, конечно, все равно был вне конкуренции. Это был прямо вкуснятина была самая. Ставлю на зарядку геймпад обратно. Ой, все. Чтобы до конца зарядить его на 100%. Ачивка какая-то была получена еще. Перформ 100 этих блинчиков. 13%. И эпизод 1 завершил 26% игрунов. Вот так вот, кончильскис.